руководитель эзотерической школы Кайлас. Сегодняшние наши, наверное, чтения или разговоры будут посвящены семье и семейным отношениям, а также семейным отношениям, коммуникации с близкими, что необходимо делать с близкими, чтобы в семье вновь воцарила дружба, любовь, уважение и радость. Как это все можно сделать, это то, о чем сегодня мне хотелось бы поговорить. Итак, давайте быстро поставим плюсики, если меня видно и слышно, и уже начнем. Жанна Махметова, здравствуйте. Галина Гаврилова, здравствуйте. Людмила Кароль, здравствуйте. Сальникова Наталья, здравствуйте. Тамара Мандина, здравствуйте. Анна, здравствуйте. Павло Дарвай, здравствуйте, Паша. Елена Солодковникова, здравствуйте. Нас сегодня много. Я попробую сейчас даже сказать, сколько нас человек присутствует. Не смогу сказать. Ну, много. Юрий, здравствуйте. Анастасия, здравствуйте. Всем доброго вечера. Здравствуйте. Все слышно и видно. Вот так мужчина с женщиной знакомятся, после этого и детей нарожали, после этого и дети в институтах отучились, после этого хорошо или плохо, уже дети начинают жить совместно, и появляется такая ситуация, в которой в семье живут разные времена. То есть живут люди из разных поколений. Живут родители, возможно, бабушки, возможно, еще и дети. Возможно, еще и дети. И на телефон. Там это карта Элит-код называется. В контактах карта Элит-код. И так, понял? И появляются такие моменты, когда и взрослые, и родители, и бабушки, и даже прабабушки, и дети все в один момент начинают друг на друга обижаться. Вы, наверное, уже замечали, это проявляется немножечко незаметно, но со временем это накапливается очень активно. Как это появляется, вдруг кто-то начинает думать, что кто-то кому-то вредит, вдруг кто-то начинает думать, что кто-то на кого-то обижается, вдруг кто-то прямо обижаться начинает. Кому-то кажется, что обижается на самом деле у кого-то просто нога болит, или зуб, или печень, или кто-то там с давлением страдает, а всем окружающим кажется, что бабушка кричит. Так бывает, что бабушка ходит по квартире и кричит, и всем кажется, что она ругается, и у нее плохое настроение, а на самом деле у нее просто поднялось давление, и она просто начала хуже слышать. Так, на фоне склероза у меня была, кстати, такая семья, приходила бабушка, вернее, этой бабушке родная дочка и говорит: наша бабушка, она не закрывает унитаз после того, когда ходит, и не сливает воду, потому что она забывает, что она сидела на унитазе. И после этого приходит, видит, что в унитазе что-то лежит, и после этого сама смывает, закрывает, и после этого выходит и начинает на всех кричать: кто сегодня не слил воду в унитазе, кто сегодня не слил воду в унитазе. И доказать ей, что это она сделала, было невозможно. Она говорит: у нас так во всем. То есть незакрытая форточка, бабушка ругается. Незакрытая дверца от холодильника, бабушка ругается. Говорит, не могли поверить, что она это не делает специально. Потом, когда увидели на видеокамере, которую специально установили, вот дети начали снимать, то бабушка, даже находясь в квартире самостоятельно, ходит по квартире, откроет шкаф и не закрывает. Потом возвращается, шкаф закрывает, голову вниз опускает, очень сильно ругается. Вот там: Гришка, Гришка, шкаф не закрывает этот, Гришка, что же такое, шкаф не закрывает. И говорит: Андрей Андреевич, помогите что-то сделать с бабушкой, потому что она нам просто мозг выносит, что делать непонятно. Но у бабушки склероз, понимаете. И после этого бабушка обижается на то, что она сама это делает. Знаете, это частое явление. Так уж бывает, что у некоторых людей там кто-то хуже слышит, начинает кричать, кто-то там молодой не доспал, ему кажется, что обыкновенный разговор — это крик. Молодежь может воспринимать, как будто каждое слово, сказанное просто так, это обязательно относится к ним, и это обязательно претензия. Есть такие люди, которые вообще каждое слово воспринимают как претензию по отношению к себе, или как вообще слова по отношению к себе, хотя часто на этих людей никто и внимания не обращает. И вот как можно смириться людям, находясь вот в таком закрытом обществе, еще и закрытые стены одной квартиры,
Как же они могут мириться? К чему это может привести? Так появляются психические заболевания, появляются расстройства, появляются психические расстройства, появляются нервные напряжения, близкие начинают хуже и хуже друг к другу относиться. И тут же стоит вопрос такой, есть ли какой-нибудь простой способ, который позволяет быстро и эффективно сделать так, чтобы все друг друга обожали? Да, он есть. Какой это способ? Могу вам посоветовать этот очень простой, но очень эффективный способ. Этот способ называется вот как. Вы должны по утрам обниматься. Встав утром, вы должны выйти, и после этого, кого бы вы не увидели в квартире, в которой вы живете, бабушка, которая кричала, там, не бабушка, которая кричала, кого-либо еще, вы должны начать обнимать этого человека. Подходите и просто обнимаетесь. Также скажите, я хочу, чтобы мы все утром один раз с утра обнимались. Обижаемся, не обижаемся, с бодуна или трезвые, вредные или здоровые, психически больные или не психически, или физически, все равно обнимаемся со всеми. Потому что с собакой поцеловаться, пообниматься есть возможность, а с людьми нет. Очень напрасно, люди тоже люди, их тоже нужно обнимать, они тоже хотят отношений. Что такое семья? Это коллектив, между которыми есть элемент объединения в семью. Таким образом, в случае, если люди обнимаются, они таким образом эзотерически объединяются в систему семьи. Поэтому введите обязательно в рацион использования своей семейной, семейной обязанности обнимания. Это очень важный элемент. Далее. Если кто-то в вашей семье начинает закрываться, а также внезапно выбегает на кухню по ночам и ест, и после этого вновь выбегает в комнату, где он считает или она считает, что они никому не мешают, там, проживают свою жизнь, знайте, этот человек с вами жить не хочет. Если такой человек не хочет с вами жить, вы, если его любите, то должны этого человека отделить от себя. Так уж бывает, это очень важно. Это говорит о том, что человек очень либо злится, либо страдает, либо не понимает, либо не хочет совместной жизни. Такого человека нужно отделять от себя. В случае, если это не является каким-либо психическим расстройством, так как бывают психические расстройства, когда человек принципиально не хочет коммуницировать с внешним миром, такого человека необходимо госпитализировать и назначить ему принудительное лечение. Но в случае, если человек все-таки коммуницирует, вы встречаетесь иногда, такое бывает, знаете, такое бывает очень часто среди молодежи. То есть ребенок уже вырос для того, чтобы начать жить самостоятельно, но еще не знает, каким образом это начать сделать, не хватает там ни знаний, ни финансов, не хватает ничего. Так вот, в этот момент этот ребенок, он может требовать обособленного к себе отношения. То есть он старается не вникать или не попадать вот в этот социум нашей семьи, в которой он проживает. И после этого он старается всеми возможными путями избегать возможность коммуникации в семье. То есть он может выходить из комнаты, быстро переходить к кухне кушать, так чтобы никто не видел. Даже может стараться там, если его что-то попросить, он может делать, но он абсолютно будет бесхозным, то есть обязанностей у него в семье не будет никаких, то есть он будет всеми возможными способами избегать возможной обязанности. То есть если вы ему назначите помыть посуду, он будет мыть, если там пылесосить раз в день, да, но сам он не придумает никогда ничего. Если вы не попросите, он не сделает. Если вы попросите, он сделает. Таким образом можно определить, что данный ребенок является ребенком, который уже не хочет жить в такой семье. И я вам хочу дать совет. В случае, если такой ребенок не хочет жить в семье, то вы, если этого ребенка любите, вы должны помочь этому ребенку жить отдельно. Почему? Это говорит о том, что он уже созрел к тому моменту, когда он может жить отдельно, как полноценный член общества. И ваша уже забота заключается в том, чтобы либо снять, не нужно торопиться покупать, можно попробовать снять ему квартиру, оплачивать ему в течение года эту квартиру, даже выделить ему из собственного какого-то дохода небольшую сумму денег, чтобы он мог свободно жить на протяжении месяца, и сказать ему, что мы будем поддерживать тебя там 3 месяца, 5 месяцев, 12 месяцев. Но в случае, если ты не сможешь устроиться на работу, состояться, начать зарабатывать, то тебе придется вновь к нам прийти и снова с нами жить. Таким образом, для него вернуться вновь в семью будет ощущение наказания.
Раз он это избегал, то он будет всеми путями стараться вновь найти возможности работать, там что-то делать. Если ребенок живет в семье, и родители говорят, нет, не нужно, лучше пусть он живет, будет под нашим присмотром, вы оказываете своим детям очень такую тяжелую, медвежью, можно сказать, услугу. Таким образом, появляются вот такие взрослые мужчины, которые женятся, которые очень послушные, которые исполняют любую прихоть женщины, с которой они живут, то есть там вынеси мусор, там побели полы и так далее, но никогда не заработают ни одного рубля. То есть это большие послушные мальчики, которых правильно воспитали бабушки. Их бабушки воспитали так, чтобы они были хорошими, добрыми, ответственными и так далее. Но они должны быть еще и харизматичными мужчинами, которые должны завоевывать где-то, возможно, где-то иметь свое мнение, а не бабушкино мнение и так далее. Кстати, по поводу мнения. А скажите, вам нравится то, что я говорю? Не будем менять тему сегодняшнего разговора? Или меняем? Не меняем, да? Скажите, пожалуйста, как поступить? С помощью практик нашей школы привлекла друга, конкретного человека, но он меня предал и теперь мне пакостит. До этого делала практики нашей школы, чтобы у него тоже ладилось. Как сделать так, чтобы практики действовали со мной, а не с ним? И как сделать так, чтобы этот человек отстал? Андрей Андреевич, у вас ведь тоже был друг, который вас предал, ученица школы. Я считаю, что в моей жизни все друзья были мне всегда верны. Все абсолютно друзья мне были верны. А если они были не верны, и эти люди там исчезали из моей жизни, то я делал это один раз, первый и последний. То есть я всегда говорю по принципу человека из кавказской пословицы, которая говорит о том, что умного человека можно обмануть только один раз, первый раз, и он же последний раз. А вот глупого человека нужно обманывать много раз, потому что каждый следующий раз он будет прощать. Поэтому если вас обманул друг, то тогда он вам не друг. И тогда уже его не нужно воспринимать никак. Что же необходимо делать? Вы понимаете, ваше письмо, оно одновременно является письмом претензий и одновременно письмом наказанием. И в чем же претензия? То есть вы говорите, что я ему помогала, там, старалась для него что-то делать и так далее. И письмом наказанием, почему? Потому что вы говорите, чтобы сделать, чтобы ему было плохо. Чтобы сделать, чтобы отомстить. Ну вот я вам хочу сказать вот что. Если человек живет, вот я на сегодняшний день, допустим, гипотетически холостой, стою на улице, и каждой девушке, там, или не каждой девушке, а каким-то начинаю приставать. Говорю, девушка, мои глаза не видели такой красоты, давайте там завтра увидимся или встретимся, когда вы красоту эту наведете и так далее. И после этого идет совершенно незнакомый мне человек. И после этого в какую-то секунду этот человек становится мне знакомым, но он же до этого был незнакомым человеком. Незнакомым. Тогда то, что я его пустил, незнакомого человека, в свою жизнь, это говорит о том, что незнакомый из общества человек вдруг в какую-то секунду стал самым дорогим. Можно так сказать? Он дорогой до того момента, пока между нами есть чувства, пока между нами есть забота, желание помогать друг другу, доверие и интимная близость. После того, когда у нас это исчезло, то есть у нас исчезло желание помогать друг другу, я там ушел к другой женщине, другая женщина там ушла к другому мужчине и так далее, то мы вновь стали абсолютно чужими людьми. А скажите, когда вы не знаете человека и все люди чужие, то влияя на такого чужого человека, вы влияете на одного человека или на массу людей? Давайте я вам открою эзотерический секрет. Если человек, находящийся рядом с вами, вам дорог, и вы на него влияете, то тогда вы будете ему помогать. Но если он ушел и стал для вас чужим, то если вы на него начинаете влиять, то вы влияете сразу на целое общество абсолютно чужих людей. А вот скажите, если океан и капля, если их между собой положить и сравнить, то кто будет сильнее, океан или капля? Океан, конечно. Может океан разрушить там город или еще что-то сделать там плохое? Может. Поэтому воздействие на большое количество вам неизвестных людей, это эзотерически очень опасно. Поэтому если человек вас предал, то считайте его чужим человеком и на него ни в коем случае никак не влияйте, не осуждайте, не желайте ему ни счастья, горя.
Я обычно говорю, отпускать нужно с любовью. Почему? Дело в том, что если человек даже нагрешил таким образом, если человек сделал гадость какую-то, это еще не повод для того, чтобы его ненавидеть. У каждого есть право выбора. У каждого есть право выбора на то, чтобы быть счастливым человеком. И если этот человек считает, что он может быть без вас счастливым человеком, то он имеет право быть счастливым. А вы во имя этого счастья можете простить его. Почему? Если любите человека, можете понять о том, что он может любить кого-то еще или быть счастливым без вас и отпустить. Отпускать нужно ради любви. Не отпускают люди, когда включается детская харизматичность. Я хочу это, и все, и мне все равно. Вот когда хочу, мне все равно, нужно спросить у отца, отец хочет это покупать, есть ли у него деньги и так далее. Видите, это детская харизматичность. И вот когда у женщины это включается, все, я хочу только его, мне больше никто не нужен. Нужно в этот момент у него спросить, а он хочет? Почему у него никто не спрашивает? Почему в этот момент мужчина считается, ну, знаете, очень часто почему-то женщины считают мужчин, вернее, полуживыми существами. То есть наполовину думающими, наполовину чувствующими, деревяшечками такими. То есть, если мужчина хоть как-то проявляет эмоцию, это уже считается там наглядно нехорошо. То есть, если мужчина на дискотеке машет руками, значит, либо идиот, либо напился. В случае, если мужчина там старается громче всех разговаривать, значит, он выскочка или идиот, понимаете? То есть женщинам это допустимо, мужчинам недопустимо. Так формируется у женщин очень часто понимание, как будто мужчины, они наполовину умные, наполовину чувствующие, наполовину вообще люди, наполовину вещи, знаете. То есть можно, там то, что чувствует мужчина, не важно, он просто не понимает, насколько большое счастье прильнуло к нему в виде образа, там, собственно, женщины и так далее. Я вам даже хочу дать совет такой. Для того, чтобы мужчины никогда не уходили от женщин, я вам сегодня расскажу историю. Она звучит так. Я вот сейчас ее придумал. Она звучит так. Жила-была королева. Она жила среди остальных королев. Так вот, живя среди остальных королев, она решила одеть самую красивую корону. И постоянно она любовалась этой короной, А жил мужчина, которому не хотелось никогда жениться на королеве. Он хотел выбрать обычную женщину. И ходил он возле этих королев, а потом одна из королев сняла корону, и он после этого на ней женился. Я хочу вам дать совет. Периодически снимайте короны. Особенно если вы выходите замуж, то старайтесь короны снимать. Я очень благодарен своей жене Соне. Я могу сказать о том, что этот человек абсолютно бескоронный. То есть я могу сказать, что она слышит, она чувствует, она может сказать. Сегодня вот я ходил с ней покупать очки и говорю, давай мы купим тебе очки за $600 Мандарин Плазе. Она говорит, зачем? Давай лучше мы их купим за $50, они точно такие же. Какая разница, каким образом я буду закрывать свои глаза от солнца, за $60 или за 600? Я говорю, ну это же престижнее. Она говорит, ну никто же не прочитает эту лейбу с близкого расстояния только, буду ходить. Я говорю, надо же, а почему ты так делаешь? Она говорит мне, я это делаю, потому что я хочу, чтобы эти деньги остались в нашей семье. Пусть они потом пойдут на что-то полезное. Вот так я хочу. Понимаете? А у меня были когда-то друзья, как вы выразились, которые говорили, что нам за 600 не подходит, нужно найти магазин, где будет за 6000, тогда это подойдет. И после этого это выглядело так. Я плачу, я вожу, я оплачиваю, я содержу, но в магазин заходят передо мной. Понятно? В магазин заходят передо мной, и вопросы задаю не я, но почему-то оплачиваю все я, понимаете? То есть ты молчи, а я буду задавать вопросы, понимаете? После этого уже начинал понимать, друг ли мне этот друг или все-таки не друг, понимаете?
Естественно, я могу сказать, что для многих женщин, прям для многих, особенно с тем воспитанием, которое сейчас получают многие женщины, красота является каким-то элементом такой возможности использовать мужчину и так далее. Это неплохо, пусть так будет, в мире так должно быть. Но я считаю, что уже когда начинается совместная жизнь, то подпилить длинные рожки короны иногда очень полезно. Серьезно, очень полезно. Это не значит послушание. Вообще хочу сказать, что такое любовь в моем понимании. Любовь в моем понимании — это возможность и желание сделать для другого человека что-то хорошее совершенно бесплатно. И так, чтобы он особо этого не видел. Вот так я живу в своей жизни. Я стараюсь сделать так, чтобы этого особо никто не видел. То есть, если я вижу полы не пропылесосены, и я нахожусь сам, и там все остальные заняты чем-то, я могу это сделать. Я тоже с себя снимаю корону. А как же я могу? Я же ордена Ленина, Дружбы Красного Знамени, рыцарь первой степени и так далее. Ну вот так могу. Почему? В семье все равны. Естественно, если я равен своей жене, то наши дети равны нам? Равны. Поэтому, если с нами живут дети, у них точно такие же обязанности, как и у нас. То есть у меня есть сын, он утром просыпается, угадайте, что он делает в 8 лет. Давайте я вам расскажу. В 8 лет он просыпается, после этого он сам застилает свою кровать. После этого он 10 раз отжимается от пола и 10 раз приседает. После этого он идет сам, купается под душем, намыливается, расчесывается. После этого ему мама в это время гладит рубашку, он одевает рубашку, спускается вниз, кушает. Когда он приходит после занятий или после школы домой, он начинает помогать сестрам, если они дома, а вечером он обязательно должен положить сестру спать. То есть он берет сестру, идет и рассказывает ей что-то там рассказывает. После этого, когда она заснула, он идет в свою комнату и ложится спать. Скажите, почему я так воспитываю детей? Потому что в свое время я начал говорить своим детям, я начал говорить, всем, кто с нами живет, у каждого должны быть свои обязанности. Эти обязанности — это как вклад безвозмездный в дело одной семьи. Это очень хорошо. Вы представляете, как нужно обучать детей к тому, чтобы они были вот такими? Я это делаю за столом. Когда мы сидим за столом, я стараюсь сделать так, чтобы все покушали. Если ребенок вскочил и собирается убежать, я обычно говорю, я бы хотел с тобой поговорить. Он говорит, что? Я говорю, ну вот сядь, я с тобой поговорю. У нас когда-то такое было, Слава был еще очень маленьким. Я говорю, смотри, когда мы кушаем, то если ты хочешь встать из-за стола, ты должен сказать, я поел, разрешите мне встать из-за стола. Потому что мы все сидим, а ты вскакиваешь и убегаешь. Мы же не знаем, что ты хочешь. Второе, если ты встаешь и уходишь, то ты должен поблагодарить за то, что ты покушал еду. После этого у нас, если взрослые разговаривают, не перебивай. Ты должен дослушать, потом вставить свои слова и сказать, можно я задам вопрос. После этого очень удобно общаться с ребенком. Мы сидим за одним столом, взрослые разговаривают. После этого он улыбается и говорит, можно мне задать вопрос? Да, я тебя слушаю. И после этого этот человек начинает разговаривать. Это никоим образом не уменьшает его роль в семье, но таким образом он просто понимает, что существует толерантность взрослых и детей, дисциплина, ну и какая-то структура, может быть, коммуникации и управления или управленческой власти. Дальше, по поводу бить ребенка или нет. Я могу вам сказать, как человек, который знаком с психологией и знаком с розгами и со всем остальным, я могу сказать вам о своем опыте. Меня тоже когда-то в свое время там били чем-то по попе. Так вот, я могу сказать, сейчас вспомнить, когда мне это делали или когда меня били, я могу с легкостью. Но вот вспомнить, за что это было, не могу. Почему? Потому что помнят, кто нанес увечья, но не помнят в упор, за что это было. Понимаете? Тогда смысл лупить ребенка, если они не понимают, за что это происходит? Но они же будут помнить после этого, кто это сделал. А вы хотите быть врагом? Или хотите, чтобы между вами возникло состояние недоверия к этому человеку? Вы понимаете, я хочу, чтобы этот человек вырос и чтобы он был мне другом. Для того, чтобы он был мне другом, я не хочу, чтобы у нас был ремень. Я могу сказать, как человек, который достаточно много имеет детей уже на сегодняшний день,
я могу сказать, что в действительности воспитание ребенка это процесс несложный до того момента, пока нет насилия. Только насилие вливается, сразу же процесс начинается сложный. Что такое насилие? Насилие это когда один человек начинает угнетать или бить другого человека. Я противник. Я обратил внимание, что на фото София стоит за вами, за вашим ключом. В каком фото? У нас там фото где-то, я понял. Мадлен Коста. Здравствуйте. Подскажите, как подготовить, очистить, осветить помещение перед чтением мантр, если находишься вне дома, в гостях, в гостинице? Нужно обвести себя рукой вот так 3 раза и сказать Ом Бензра Ракша Ракша Хум 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 Пхат Соха. Ом Бензра Ракша Ракша Хум 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 Пхат Соха. Таким образом произойдет очищение. Ответил. Сегодня будет посвящение первой ступени? Нет. А как быть, если человек, который ведет себя таким образом, как вы говорите, 16-летняя девочка, я боюсь ее отпускать. Как поступить? Подскажите. А вы не бойтесь ее отпускать. Я говорю это серьезно, это совершенно безопасно. Вы думаете, что если вы ее отпустите, то тогда она будет хуже, чем сейчас. На самом деле это не так. Она хуже, потому что она с вами живет. Когда ребенка от себя отселяешь, то они становятся более дисциплинированными. Именно в этом возрасте самостоятельность дает дисциплину. Я могу сказать, что в случае, если этот ребенок нечаянно там, до 20 лет, допустим, или даже до 18 забеременеет, то это не ухудшит состояние человека, а улучшит. Почему? Как ни странно, я хочу напомнить вам фильм, который называется «Москва слезам не верит». Помните этот фильм? Там была женщина, которая, можно сказать, мы ее оценивать не будем, но она была достаточно молодой, приехала поступать или там, не помню саму историю. И после этого у нее завязался роман с каким-то оператором киностудии, да, и после этого там даже с мамой он познакомил. Мама была против, потому что думала, что недвижимость заберут. И после этого как-то этот мужчина исчез, и спустя время показали эту женщину, которая стала директором фабрики швейной. Так вот, у меня всегда такой вопрос. Скажите, в случае, если бы она не родила этого ребенка, у нее был бы стимул достигнуть каких-либо результатов? Дети это стимул. Дети это стимул до того момента, пока туда не влазят родители. Потому что когда дети стимул и влазят родители, то тогда дети не стимул. Дети должны стимулировать родителей быть ближе друг к другу. Почему? Вместе, вдвоем легче выжить, чем одному человеку. Вы в курсе? Почему Бог порует людей? Потому что двоим человекам им легче выживать в жизни, чем одному человеку. Почему семьям хорошо живется? Почему появляются такие семьи, которые готовы лечь под поезд ради другого в семье? Дело в том, что это счастливые родители, которые воспитали своих детей в подобном виде. Почему? Потому что такие родители сделали очень хорошую услугу по отношению к своим детям, потому что они всю жизнь будут друг друга поддерживать. Ведь выжить 10 людям легче, чем 2. Представляете? Я сейчас, когда мои дети растут, я все время это говорю, семья это самое дорогое. Всегда нужно, вот Славе говорю, ты должен помогать девочкам, когда вырастет, тоже должен помогать девочкам, они тебе должны помогать. То есть я постоянно это говорю. Сам стараюсь показать, как я помогаю близким, чтобы на собственном примере показать, каким может быть мужчина. Понимаете? Я таким образом проявляю, наверное, не столько заботу, а сколько еще и воспитываю вот в таком формате своих детей. Я считаю, что в этом мире заменены ценности. Я считаю, что семейные ценности заменены элементом сексуальности. Сейчас, когда я шел по улице, я видел полуголых женщин, которые идут, закинув голову вверх для чего-то. Знаете, они считают себя сексуальными. Гомосексуальных мужчин, которые считают себя сексуальными почему-то, хотя очень похожи на женщин. Я понимаю, что женщина, которая найдет мужчину, будет видеть в нем только банкомат. Мужчина, который найдет такую вот женщину, будет видеть в ней только прислугу и элемент поклонения себе. И после этого, будут искать вновь проявление своей сексуальности, чтобы было больше людей, которые будут восхищаться, чтобы было больше людей, которые будут ими удивляться, наверное, и так далее. Но скажите, это же связано с тем, что семья не будет образовываться. Ну так и есть. Так и есть, вы представляете.
Семья не может образоваться, если два человека с короной. У одного корона нарцисса, у другого корона тоже нарцисса, можно сказать. Так коронами ударяются, и губы друг к другу не достают. После этого поцелуй не получается. Ну вот так и расходятся. Так. Скажите, чем чревато держать в доме 10-копеечные монеты? У нас очень давно дома лежат старые монеты. 10-копеечные монеты в доме приводят к ссорам. Поэтому, если у вас разбросаны 10-копеечные монеты, вы обязательно будете ссориться рано или поздно. Не нужно держать дома 10-копеечные монеты. Считается, что чем меньше монета, тем больше она крупных монет будет разбивать. Если у вас дома лежат вообще монеты, знайте, вот лежат у вас, допустим, мелкими монетами 1000, то это вот эти мелкие монеты будут разбивать каждый раз 10 тысяч или 100 тысяч. То есть вы будете зарабатывать, и как только заработаете 10 тысяч, сразу же будете их тратить. Или занимать кому-нибудь. Или 100 тысяч сразу же будете тратить или занимать. Вот до какой-то суммы это дойдет и все. Если у вас просто так мелочь лежит, знайте, не нужно, чтобы мелочь лежала. Мелочь приводит человека к тому, что он становится жадным, скупым, и в народе есть даже слово такое мелочным. То есть он становится мелочным. А мелочь ему в этом помогает. Что сделать так, чтобы родители приняли мое желание жить отдельно от них? Отец вообще против. Любые требования обсуждаются путем переговоров. Только таким образом. Я могу сказать, что я как отец, у которого сейчас растут дочери 3, с ужасом думаю о том, что когда-то мне придется сделать так, чтобы девочки от меня жили отдельно. То есть даже думая сейчас, завтра одной из них будет 2 года только исполнится. Даже сейчас уже с ужасом это думаю. Я понимаю, но в случае, если у детей есть мораль, в случае, если у детей есть какой-то такой стойкий характер, настроенность вот не на идиотство, знаете, я хочу и все, ха-ха-ха, или я хочу и все, и там мне все равно, или там нету конфликтов, то есть ребенок совершенно стабилен, то есть нет психических отклонений, нет перепадов настроения, ребенок совершенно стабилен, ребенок совершенно постоянен. Ну вот на такого ребенка небезопасно куда-то от себя отселять. Если есть стабильность, то от себя отселять можно. А если стабильности нет, то если мальчика нужно, а если девочку, то тогда пусть она живет. Могу вам сказать, если у мальчика нестабильное состояние, отселяйте его как можно быстрее. А если у девочки нестабильное психическое состояние, то не отсылайте ее от себя как можно дольше, пусть она с вами живет. Стабильность — это значит понятный ребенок. Наверное, всем понятно, у кого есть дети, о чем я говорю, правильно? Да. Понятный ребенок — это когда ты видишь, что у ребенка там плохое настроение, и понимаешь, из-за чего. Когда ребенок не все время надутый, когда ребенок не совершает поступки, которые не может объяснить, когда ребенок не врет, когда нету постоянных каких-то травм и трагедий, которые связаны там со школой. Ну, когда все понятно, понимаете, когда не появляются друзья, которые либо выпившие, либо курят, либо выглядят так, как будто они выпившие и курят. Знаете, сейчас очень популярно делать наколки. И вы представляете, я недавно видел женщину, такую молодую девушку, которая приходила ко мне на прием, и у нее на ноге было нарисовано череп, пистолет и розы. Я говорю, сколько вам лет? 17. Я говорю, понятно. И вы с родителями живете? Она говорит, нет. Я говорю, а я бы вас от родителей не отпускал бы еще. Почему? Потому что, наверное, вот такого ребенка как раз не нужно отпускать от себя. Она еще не самостоятельная, скорее всего, еще не очень отвечает за свою собственную судьбу. Андрей Андреевич, а что делать с монетами, которые бросали на свадьбы? Мы с мужем, будучи женихом и невестой, собирали их. Это было на 2-й день свадьбы. Ой, какую глупость вы сделали. Вы еще живете до сих пор? Вы еще до сих пор совместно живете? Итак, для чего бросают монеты в тот момент, когда происходит свадьба? Монеты бросают обычно
Как это необходимо делать? Берут монеты, разменивают на самые мелкие монеты. И когда идет мужчина и жена, то на женщину бросают и говорят, чтобы мелочными не были и чтобы не были бедными, а на мужчину, чтобы здоровыми были и чтобы дети приумножались. Таким образом, чтобы дом строился, на женщину бросают, а чтобы работа всегда была, на мужчину бросают. Таким образом, монеты являются своего рода крупные неприятности или глобальные неприятности, которые могут появиться в этой семье во время их совместной жизни. И когда это все падает на пол, то вот эти крупные неприятности, они разбиваются, превращаясь в мелкие монеты. Так детки обычно собирают эти мелкие монетки, они являются людьми, у которых нету ни жадности, ни вредности, ни болезней особо никаких. И обычно покупали на такую монетку себе конфетку. И после этого по всему миру разбрасывали вот эти неприятности. Это в эзотерике называется, эзотерической магией, которая называется вольт. Таким образом, они произвели такую магию эксвольтирования. Таким образом, произошло вот что. Большая неприятность, которая могла бы гипотетически когда-нибудь случиться, развод, гуляние, там, трагедия, болезни, ущерб, там, нехватка работы, это все выбрасывалось в виде монет. У меня была даже история такая. В свое время работал с мужчиной, его звали Арон. Он был евреем. Мы вместе работали, у нас был совместный бизнес. Очень хорошо все получалось. И в нашем подъезде, где у нас был офис, появилась свадьба. И вышла женщина, и у нее целое 15-литровое ведро было мелких монет. И она шла и вот так сзади на этих детей бросала вот это ведро с вот этими монетами. Их высыпалось просто огромное количество. Этих монет было очень много. И все гости сзади шли, и никто не поднимал, шел по этим монетам. Мой друг Арон, он когда в окно увидел, он аж побледнел. Говорит, дай кулек срочно. Я говорю, зачем? Пойдем на улицу, сейчас насобираем, там целая куча мелочи. Я не буду, я не собираю, такие монеты нельзя собирать. Он говорит, нет, ты ничего не понимаешь. Пошел и собрал полный кулек. Рассказать вам, чем закончилось? До конца года потерял 25 тысяч долларов. Потерял, вложил деньги очень неудачно. Весь покрылся экземой, сибарией и псориазом. Представляете? Я ему говорю, зачем ты эти монеты собирал? Он говорит, ну что мне теперь сделать? Но вы понимаете, эти монеты, их нельзя обменять на большую купюру. Если ты обменяешь на большую купюру и вложишь большую купюру, то тогда ты приумножишь свои неприятности. Эти монеты нужно было взять и вот так за конфетку их поменять. То есть нужно было, как у детей это, знаете, там насобирал монеток, пошел жвачку купил, жвачку сживал и выплюнул. Их нельзя тратить на более большие купюры. Он это собрал, пошел в магазин, поменял там на, я не знаю, там на 20 долларов, на 30 долларов. После этого эти доллары вложил в свои доллары, после этого эти доллары в пачечке превратились в труху. Почему? Все неприятности, которые были в этой семье, все забрал. Ни в коем случае никогда не собирайте на свадьбе никакие ни монеты, ни конфеты. Можно ли бросать? Взрослым собирать нельзя, это для детей. Это для детей. А вообще нужно бросать сразу конфеты и пшеницу. Почему? Пшеницу птицы съедят. Таким образом никогда не будет неприятностей в семье. Дорога будет ровной, отношения будут хорошими. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Наша самая старшая дочь скоро будет сдавать выпускные экзамены. Подскажите, что сказать на напутствие перед экзаменом? Как поддержать и помочь максимально выдать то, чему училась 11 лет? Мне очень интересен этот вопрос. Я хочу вам сказать о том, что все знания, которые человек получает за 11 лет, этим всем знаниям можно человека научить в течение 2 лет. Я считаю, что ребенок может свободно не обучаться до возраста 13 лет. И вот с возраста 13 до 17 его можно обучить всему абсолютно. И органической химии, и химии, анатомии, физики и так далее. Без повторений, без вот этих чтений и так далее. А то, что нам показывает школа, я могу сказать о том, что школа на самом деле, она неэффективна на сегодняшний день. Что нужно сделать, чтобы ребенок сдал экзамены? Я вам обещаю, как эзотерик, ваш ребенок 100% сдаст экзамены. Почему?
Если в школе кто-то не сдает выпускные экзамены, то тогда директора школы отчисляют. Понятно? Отчисляют. И не было еще ни одного случая, чтобы кто-то когда-то не сдал выпускные экзамены, чтобы кому-то на выпускном экзамене поставили двойку. Так не бывает. Скажите, у кого такое было? Так бывает? Такого не было никогда и не было, вообще не бывает. Как сдать экзамены? Берете бутылку коньяка, бутылку шампанского и $100, идете к директору школы, несете кулек и конверт в кульке и говорите: мою девочку зовут там так-то и так-то, и она должна хорошо сдать выпускные экзамены, помогите. И после этого, поверьте мне, она сдаст 100% хорошо выпускные экзамены. То есть всем будут запрещать книжки заносить, ей разрешать. Я не буду разговаривать, вернее, рассказывать, как ребенок сдавал выпускные экзамены, но я могу сказать, как сдавал вступительные экзамены. То есть сдавал вступительные экзамены в вуз, и после этого он говорит: я вообще не готов. Я говорю: да что ты переживаешь, уже все за тебя готово. После этого он говорит: я ничего не знаю. Он сидел, после этого ему уже написанную бумажку понесли и говорит: вот здесь напиши Дуйко. После этого написал и сдал, понятно. На этом конец. После этого учиться, естественно, не захотел. Почему? В очередной раз я подтверждаю то, что если человек не тратит на это усилия, ему это неинтересно. Вы представляете? У меня была такая ситуация в моей жизни, когда даме подарил муж Мерседес. Подарил муж Мерседес прямо на день рождения, МЛ-350 белого цвета. Купил его с салона, очень дорогой мужчина, очень известный в Украине, а девушка такая молоденькая была, 20 лет ей, или 21 год, Марина. А этот мужчина, Александр, говорит: Марина, вот сделали день рождения, и он ей вывозит этот Мерседес, говорит: вот от меня Мерседес. Она на нем проездила ровно, ну я не знаю, меньше чем полгода. После этого разбила его, поломала, в общем, сделала из него кашу. Потом они какое-то время еще пожили, потом он с ней разошелся, потом женился на другой девушке, Оксане. Что было с этой Мариной? Я со временем эту Марину увидел, она ездила на Opel Vectra. И как-то она мне говорит: давайте я вас подвезу. Это было в Виннице. Говорит: давайте я вас подвезу, вы там где живете? Я говорю: мне нужно там туда-то, туда-то. Она говорит: я как раз на машине. Я говорю: на Мерседесе ездишь? Она говорит: нет, я его разбила вообще тогда в мясо и так далее. После этого, когда ехали, она, когда парковалась, чуть-чуть как-то там шкарябнула или там поцарапала, чуть-чуть, или бампер, или как-то так вот неправильно подъехала. Так она вышла, побелела, все осмотрела, говорит: ой, боже, я так испугалась, так испугалась. Я говорю: чего испугалась? Говорит: по копейкам собирала на вот эту машину. Теперь, говорит, пылинки сдуваю. Конечно. А Мерседеса не жалко было? Не жалко. Почему? Да он ничейный был, потому что он на шару достался. Вот точно так же и с детьми. Конечно же, не нужно ребенку говорить, что вы везде заплатили. Пускай он идет, как все, думая, что ничего не уплачено. Тогда будет ценить, что он вот так особенно, по-хорошему сдал экзамен. Не нужно. Почему я считаю школу ерундой? Дело в том, что в наших странах почему-то отношение к учителям и отношение к врачам безумно плохое. В чем оно проявляется? Оно проявляется в невероятно низких заработных платах по отношению к этим специальностям. Получается, и врачу, и учителю невозможно взять взятки, как правило. А если он и берет, то его можно при этом посадить. И вы знаете, этому человеку, его потом еще и совесть мучает, потому что обучают в институте совершенно другому. Итак, человек обучался несколько лет, после этого тратил на это часть своей жизни, после этого приходит и без возможности карьерного роста начинает работать преподавателем или начинает работать врачом. И после этого никакого карьерного роста, никаких возможностей получать больше заработную плату, низкая заработная плата. После этого приходят дети, они смотрят на этого человека и они хотят понимать, что этот человек, который их обучает, чему он их обучает. По Макаренко
Преподаватель должен обучать, или сама система образования, она должна обучить ребенка быть самостоятельным членом общества. То есть после того, когда человек заканчивает обучение, он должен выйти в социум и быть совершенно самостоятельным. То есть это самостоятельная единица для выживания. Знать, как заполнять документы, знать, каким образом сдавать налоги, знать, что такое предпринимательская деятельность, знать, каким образом зарабатывать деньги. Там их должны познакомить с тем, как зарабатываются эти деньги. А скажите, разве это неправильно было бы ввести именно вот такую тенденцию, чтобы в 10 классе не учили, в 9 можно изучить там химию, математику, еще что-то, а уже не углубляться. Ну а вот весь 10 или 11 класс, я не знаю сколько сейчас классов, там 12 класс, все это время обучать детей, знакомить их с разными специальностями и объяснять, что такое деньги, каким образом происходят вложения, как можно заниматься предпринимательской деятельностью, как можно организовывать людей, что такое маркетинг, что такое коучинг, каким образом собирается персонал, что такое стратегическое планирование бизнеса, как готовить пищу там, и так далее. То есть их же можно в это время за 2 года подготовить к тому, чтобы они закончили школу и были на 100% подготовленными в социуме. А скажите, это было бы полезнее, чем они идут дальше и обучаются в институтах? Вот эти 2 года, они были бы самые полезные в жизни. Ребенок закончил школу, он знает, что ему делать. А так спросите у преподавателя, он успешный человек? Нет. Он хочет в жизни измениться? 100% да. Он счастлив в своей жизни? 100% нет. Тогда скажите, ребенок захочет подражать этому человеку, но вы забыли о том, чтобы обучаться или чтобы понимать, что говорит человек, он обязательно должен быть человеком для подражания. То есть ему должны дети хотеть подражать. А как можно подражать женщине, у которой плохая одежда, плохо пахнет, изо рта плохие ногти, излишний вес, и она очень несчастная, допустим, там с климаксом там, или еще с чем, с плохими волосами, с плохими зубами. Почему с зубами плохими? На зубы нужны деньги. Почему с ногтями? На ногти нужны деньги. Почему с волосами? На волосы нужны деньги. Почему в одежде некрасивой? Для одежды нужны деньги. И после этого дети не хотят учиться, но они правы. Они правы, они не могут понять, зачем им геометрия. Или они не все же собираются быть там сугубо таких специальностей. Но можно ли ее обучить в более такой зрелый период? Конечно. Пусть человек выберет, кем он хочет становиться. Пусть выберет это в 7 классе или в 8 классе. Их нужно наоборот вести и показывать успешных. Вот это успешный предприниматель, который занимается ресторанным бизнесом. Вот так происходит отельный бизнес. Вот так можно служить на пароходе, в пароходстве. Вот так можно быть барменом. Вот таким образом организовывается бизнес. Вот таким образом можно управлять. Вот так нанял помещение или снял помещение. И каждому после окончания школы выдать, там, я не знаю, из госбюджета выделить там, по 2 или по 3 тысячи долларов. И они бы начали сознанием дела заниматься предпринимательской деятельностью. Разве бы это не спасло тот социум, в котором сейчас живут? Они заканчивают школу 10 лет, заканчивают за 4 или за 5 лет еще институт, и после этого выходят после институтов и ничего не умеют. Они совершенно не адаптированы к обществу, они не понимают, что они могут делать. Спросите у этого человека, ты можешь заполнить анкету, там, налоговую какую-нибудь декларацию? Нет. А предпринимательством будешь? Как? Дебет-кредит? Что? А сальдо? О боже, это еще что такое? Зато они расскажут о валентности. Зачем? Поднимите руки, вот сколько нас здесь находится. Кому помогли знания о валентности, там, о молекулярной массе химических элементов? Я до сих пор это все знаю. Я подниму, мне помогли. Скажите, кому помогли, вот я очень хорошо изучал, там учился в определенной школе, очень хорошо изучал очень хорошо изучал математику. Скажите, кому помог, допустим, знание математического анализа? Вот у меня есть знание математического анализа. Могу сказать, мне в моей жизни это никак не помогло. То есть выработал ли это логический ум? Ну, возможно. Но изучать это специально всем было, не было никакой необходимости. Естественно, наши люди, они думают, а как же это все, что теперь в институтах не учиться и так далее. Это открытие последних лет. Ребенок закончил школу,
После этого не пошел в институт специально и начал проходить курсы по логистике. Закончил одни курсы логистика складская, вторые курсы логистика дорожная. И после этого третьи курсы таможенная складская логистика и четвертые курсы международная логистика. За это все время он получил 4 диплома в области изучения логистики. Спустя 1 год эта женщина устроилась в логистическую международную компанию в Москве, получает на сегодняшний день от $5000 США. Скажите, нужно ли ей было для этого заканчивать институт? Смогла ли она работать? Ну вот, это настоящая история настоящего сегодняшнего дня. Вчера с девушкой разговаривал, девушка письмо написала: Андрей Андреевич, спасибо, ваш совет принят был. Я действительно устроилась в логистическую компанию, очень хорошо зарабатываю. Почему? Ну потому что есть востребуемые специальности. Но дети наши, не понимая, что можно быть богатым не только от того, что ты поешь, а это получается единственная идея, которая сегодня возникает у детей. Они смотрят на людей, которые поют и верят в то, что они могут стать певцами и после этого тоже заработать на этом деньги. И это неправда, потому что сначала нужно вложить огромные деньги и после этого из кого угодно сделать певца. Можно ли сделать сегодня из Саши певца? Ну конечно, причем лучше, чем Филипп Киркоров. 2 миллиона будет лучше Баскова, 3 миллиона лучше Филиппа Киркорова, а за 4 миллиона, ну я не знаю, лучше, наверное, Энрико Иглесиаса. То есть были бы деньги. Тут вопрос, кто их даст? Правильно. Пожалуйста, как справиться с глубокими противоречиями в моей жизни? Очень хорошее есть высказывание в моей школе: не нужно заморачиваться. Почему? Я не знаю, вам знакомо произведение Грибоедова «Горе от ума»? Вот когда читаешь, там так много всего, какие-то события, знаете, балы, маскарады, переезды, там, и все постоянно в наслаждении, знаете, но никто не работает. Так вот, есть очень хорошая пословица: труден день до вечера, если делать нечего. Я могу вам сказать, я не страдаю никакими противоречиями. Почему? Мне некогда. Я утром встаю в 7 часов, у меня встает Роза первой в 7 часов или в 8 часов. После этого мы спускаемся, там, готовим детей в садик, отводят детей в садик. Потом мы завтракаем, прихожу на работу с 11 до 6, принимаю людей. Потом, если нет людей, я пишу какие-то книги или читаю какую-то литературу, или там, занимаюсь там, дополнением к сайту, занимаюсь предприятием или занимаюсь еще чем-то, слава богу, хватает всегда чем. Если есть свободное время, я его могу посвятить, ну, обычно его нет. Я его могу чему-то посвятить, я его посвящаю семье. Если оно совсем свободное, в семье все спят, то я могу в этот момент достать кисти, масляные краски и рисовать. И петь песни. Скажите, можно ли сказать, что человек все время занят? Ну, конечно, мне некогда. А если я не занят, то я целую жену. Таким образом, можно сказать, что человек, который все время занят чем-то, ему некогда страдать. Я еще раз вам хочу дать хороший совет. Для того, чтобы не было противоречий в жизни, наполните вашу жизнь занятиями. Какими хотите. Есть тенденция богатых людей. Она звучит так. Тенденция богатого человека. Богатый человек или работает, или обучается. Если он работает, если он не работает, то обучается. Если не обучается, то работает. А если у него свободное время? Если у него есть свободное время, то он отдыхает. Где отдыхает? В семье. А если нет семьи, то тогда ты не имеешь права на свободное время. Ты должен либо работать, либо обучаться. Отдыхать. Вот заведешь семью, потом отдыхай. Почему? А у нас выглядит это в социуме совершенно, ну не у нас, а у некоторых в социуме выглядит совершенно по-другому. То есть у нас у нас отдыхаю, расслабляюсь, отдыхаю, расслабляюсь, семью завел, теперь у меня есть семья, но я все равно отдыхаю, расслабляюсь. На работу ищу, куда мне устроиться, зачем? Чтобы на работе отдыхать, расслабляться, отдыхать, расслабляться. Почему мне мало платят? Потому что ты не знаешь тенденцию богатых людей. Богатый человек — это тот человек, у которого совершенно нет времени. Я хочу вам это сказать еще раз. Особенность богатых людей заключается в том, что у них нет времени. Почему? Они все время чем-то заняты.
Если человек все время чем-то занят, он рано или поздно будет обязательно богатым человеком. Если вы хотите, проверьте себя, скажите, сколько у вас свободного времени. После этого определите, сколько у вас свободного времени и скажите, сколько же вы зарабатываете в течение месяца. Будет прямо пропорционально, понимаете? Здравствуйте. Если на работе одна пара людей не дают покоя, постоянные сплетни, видно, выжить хотят, как можно заставить их молчать? Подскажите, пожалуйста, чтобы человек замолчал, его надо задушить или застрелить. Вы не тот вопрос задаете. Не нужно, чтобы они молчали, пусть они разговаривают. Нужно пройти первую ступень, я там говорил, нужно восхищаться. Такими людьми нужно восхищаться. То есть, что бы вы ни услышали, делайте это так, как будто вы удивлены. Говорит, да что вы говорите? Запомните эти слова. Это еврейский кикбоксинг, понимаете? Или айкидо. То есть, в тот момент, когда говорят, да вы знаете, о вас говорят, что вы дура. Вы говорите, да что вы говорите? Вот это да. Ну надо же, еще этого не знала. И чё? Ну дура, и чё? У нас тут все дураки. То есть, это айкидо. Первое слово, а что вы говорите, а второе, и что? И что? Ну, вы надоели, и что вы говорите? Ну и что я надоел? Мы тут все вообще надоедаем, это наша работа. Понимаете, вот таким образом и нужно жить. Если бы я обращал внимание на сплетни, то уже бы сгнил, наверное, знаете, как Ленин в середине. Сейчас о Ленине нельзя говорить, 9 мая. Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, как грамотно эзотерически выбрать название для женской эстрадной группы, ученица 3-й ступени, ИРТЕ? Вообще не важно. Вообще не. Вы не с того начали, вообще не важно. То есть эстрадная группа, как бы ни называлась, это не имеет значения. Нужно сейчас сказать мне, сколько вы готовы вложить в этот бренд. То есть если вы готовы вложить $1 миллион, то название будет важно. А если вы не готовы вложить ни одного рубля, то чем бы вы ни назывались, вы все равно будете непопулярны и неинтересны. И что бы вы ни пели, и как бы вы ни играли, и как бы вы ни трубили, и насколько бы красивыми ноги не были, до того момента, пока не найдутся большие деньги, бесполезно этим заниматься. И не верьте ни одному человеку, который скажет, мы организовали группу, денег не вложили, и начали танцевать и петь, и стали знаменитыми. Все полная чепуха. Это полная чепуха, в которой обманывают прямо обыкновенных людей. Не тратьте свое время. Или ищите деньги. Если вы мне скажете, Андрей Андреевич, дайте название эзотерическое, чтобы группа процветала, хочу вам сказать, платите мне $10 000, и я вам придумаю такое название, которое будет за любым человеком запоминаться. Я вам даже стихи придумаю для первой песни, которую никто никогда не забудет. Там будут слова «Рано-рано 2 барана выходили из тумана». А сейчас это может группа называться так, «Веселые голые». Понимаете, очень красиво. Что я на сегодняшний день не понимаю? Вы представляете, мы были в Дубае, вот в этом доме большом, который похож на яхту, я не помню, на парус, да. Были вот с Соней, когда-то ездили, нас приглашали, и мы ездили навстречу, там Арафат с нами встречался какой-то, ну какой я знаю, и мы вот прямо в этом парусе с ним разговаривали. И когда были там, он говорит, можете посмотреть наше меню в ресторане. И в этом меню были цены от $10 до $10 000. После этого принесли второе меню. Спросили, будем мы ночевать или нет. И после этого человек начал рассказывать о своем отеле. То есть, что это за отель. И он нам говорит, если вы будете останавливаться, то у нас есть отдельное меню. Вы можете себе заказать, чтобы к вам приехал и поразвлекал вас Энрико Иглесиас. Он может для вас спеть песню, а также может у вас на корпоративе танцевать, а также Мадонна, если хотите там. Говорит, также у нас есть отдельное меню, сексуальное. То есть, если вы хотите, вы можете переспать там с королевой
королевой России, или там королевой красоты России, или королевой красоты Европы, или там с малолетней королевой красоты. Вот здесь все таксы, вот фамилии, прямо завтра на самолете ее привезем и так далее. После этого я понял эту идею красоты. Оказывается, вся система красивых женщин, которая связана с элементами получения статусов, она связана с тем, как можно дороже себя продать. И фактически это равняется прямо открытым ставкам на проституцию. То есть так была бы дешевой проституткой, а когда у нее уже вот такие очень высокие ставки, то она становится достаточно элитной, достаточно дорогой. То есть таким образом, когда детей отдают и говорят, пусть моя девочка будет королевой красоты, меня это начинает очень расстраивать. Почему? Никогда мои девочки не будут никакими королевами, никакой красоты. Почему? Я хочу, чтобы они были нормальными женщинами. Да? Поддерживает меня с вами. Обидел девочек, наверное, с этими музыкальными студиями. Пишите, какую сумму, я вам сейчас скажу. Несла пожертвования. Дочке в этом поступать, она выбрала сначала логистику, прошла курсы, а сейчас говорит, нравится графика, посоветуйте, как выбрать правильно профессию. Пусть занимается графикой, у нее будет получаться. Как можно эзотерически правильно подобрать название для кабинета красоты? Давайте будем рассматривать тех людей, которые... Вы просто не можете понять. Для того, чтобы человек зашел, допустим, или для того, чтобы человек понял, что ему нужно зайти, ему не нужно название, ему нужен какой-то либо бренд, объединяющий кого-то. Вот смотрите, когда начали писать «Булочная Балконский», на кого это ориентировано? Кто должен, мы должны сразу знать Балконского, или мы должны знать булочную. Раньше было понятно, написано на доме отель, идешь, это отель, написано золото, заходишь, покупаешь золото, написано столовая, идешь в столовую, написано ресторан, идешь в ресторан. И сейчас, если вы ищете возможность что-нибудь продвигать, пишите сначала то слово, которое является ключевым моментом, которое всем становится понятным. То есть ставите, допустим, как назвать одним словом парикмахерскую? Салон. Салон это может быть маникюрный салон. Подстрижка не очень красиво, да? Как волосы на латыни будут? Триха. Не поймут, да. Вообще это делается так. Нужно назвать. Вообще здесь нужно рассматривать, в каком месте находится. Это те люди, которые будут посещать эту парикмахерскую, то кто будет этими людьми, какой их будет возраст. Если возраст старше 40 лет, то они должны идти на слово стрижка, подстрижка, парикмахерские услуги. Дальше, если это очень молодые, то они должны идти на слова стайл, дизайн, там, стайл-дизайн, там, какой-то. И дальше, если это люди, которые ищут, где можно подороже подстричься, то тогда они должны искать бренд. То есть вы предварительно раскручиваете свой бренд, участвуете в выставках, ваша фамилия, допустим, там Наталья там, Иванович, и вы называете парикмахерскую в честь Натальи Иванович стайл. Ну, я вообще советую начинать именно с этого. В случае, если вообще очень хорошо называть парикмахерские в честь своих каких-то фамилий. Потому что все, кто называл своими фамилиями парикмахерские, они очень хорошо в дальнейшем проявили себя. Допустим, в Украине это Тарасюк, это Демиденко. Да, кто там еще есть у нас? То есть эти салоны, их все знают. Ну, получается, если вы собираетесь в дальнейшем делать сеть, то тогда не называйте ее там бабочкой или не называйте ее там стерлингом, а называйте ее своей фамилией. Допустим, там стайл Дессингдж или Дессинг, как правильно сказать. И дальше название там, вот я бы назвал это, допустим, стайл Дессинг Дуйко. Даже если это не нравится никому, неважно. Добрый вечер. Как излечиться от накопительства? Я плохо воспитана или жадина?
Нет, нет. Человек, который занимается накопительством, он не жаден, он просто не уверен в завтрашнем дне. Дело в том, что неуверенность в завтрашнем дне, она закрывает вторую чакру у человека, и он никогда не будет богатым. Это такая особенность. Если человек жаден, если человек не уверен, что завтра будет лучше, чем сегодня, то он рано или поздно столкнется с тем, что ему все время будет чего-то не хватать. Я тоже, к сожалению, склонен к накоплению. Ну или не к сожалению, но очень долго работая над собой, с годами научился с легкостью и расставаться, и с легкостью, ну и тратить слово у меня уже нет, потому что вы первую ступень проходили, я уже научил вас, занимаюсь я там, покупаю материальное благополучие и так далее. То есть в своей жизни я все-таки постарался, сейчас постарался отдавать даже чуть-чуть больше. Я даже стараюсь чуть-чуть больше отдавать. Вы знаете, это открыло новые горизонты для моего материального благополучия. Я могу сказать, что то, что я рассказываю в магии денег, и то, что я рассказываю на первой ступени, это все очень хорошо работает. Прямо 100% говорю вам. Сегодня женщина ко мне пришла и говорит: Андрей Андреевич, я говорю, как вы похудели? Она говорит: Андрей Андреевич, я похудела, я просто подхожу к холодильнику вечером, когда хочу кушать, открываю холодильник и говорю: ну, мне это не важно сегодня кушать, и закрываю холодильник и ухожу. И говорит: я таким образом перестала кушать. Я говорю: а вы проходили мой семинар, который называется «Магия эзотерика для похудения»? Она говорит: да, проходила 2 года назад, но тогда мне не помогло, я вот не могла никак понять. Я говорю: а ну давайте вместе вспомним. Ведь в самом начале, когда я проводил этот семинар, я сказал, что один из элементов, когда человек может бросить поправляться, он должен себя сориентировать на такое восприятие мира, при котором еда для него является неважным компонентом. Я это говорил, он говорит: да, но когда я это слышала, я не поняла, потому что вы сказали, что для человека это должно быть неважным, но для меня же это было важным. Я говорю: а сейчас не важно? Да, сейчас не важное. Я говорю: ну так это я вас научил. Она говорит: да. Но только дошло, спустя 2 года. Я говорю: ну так это же в самом начале было сказано. Да, Андрей Андреевич, в самом начале. А что там еще в самом начале было сказано? Не помню уже. А давайте я вам скажу, давайте. Я еще говорил, что важность человека заставляет его поправляться. То есть человек считает, что он важный. Надо, чтобы все считали с моим мнением, все должны мне там, все должны меня услышать, все должны обратить внимание, все должны и так далее. Вот сегодня ребенка привели, у него вот этот нарциссизм или вот эта корона, оно очень ярко проявляется. То есть он считает, что его слово самое важное, все должны к нему прислушаться, все должны его услышать. Он обижается в случае, если его не слышат. Итог очень большой. Почему? Вот его нужно научить, что есть еще другие люди, у них есть тоже мнение, что твои мнения не такие важные, чтобы все слушали. Либо рассматривать уже вопрос с позиции психических отклонений в виде тревожного расстройства и так далее. Вы представляете? Она говорит: ну надо же. Андрей Андреевич, подскажите, как эзотерически защититься от клещей? Ого. Для того, чтобы эзотерически защититься от клещей, не нужно ходить там, где клещи. В аптеке продаются можжевеловые шишки. Знаете, можжевельник и можжевеловые шишечки. Нужно в аптеке купить можжевеловые шишечки и просто пить можжевельник в виде чая, а также можно его заварить и им натереться. Вот если натереться можжевеловыми вот этим чаем, то после этого никогда в жизни никакой клещ вас не укусит. Также в случае, если вы будете когда-то что-то делать с клещами, которые попадут на ваше тело, всегда помните, клещи, у них рот стоит не прямо, а он у них на бок. И когда они начинают влазить в наше тело, они влазят только исключительно по часовой стрелке. То есть их лапки, если вы их рассмотрите, они даже особым образом выросли. У них лапки с правой стороны длиннее, чем лапки с левой стороны. Они отталкиваются лапками с правой стороны, а с левой стороны лапки для них ступор. И они после этого толкаются, как бы вгрызаясь подкожно и заматывая свою головку.
И продолжаем. Звук появился. Там вопрос хороший задал кто там. Андрей Андреевич, как избавиться от алкогольной зависимости? Для того, чтобы избавиться от алкогольной зависимости, нужно понимать, что это такое. Алкогольная зависимость – это получение удовольствия без получения удовлетворения. Дело в том, что человек будет хотеть получать удовольствие вновь и вновь, потому что человек склонен к тому, чтобы получать удовольствие, но не получив удовлетворения, у него будет появляться желание делать так, чтобы удовольствие вновь и вновь появлялось, вновь и вновь появлялось, вновь и вновь появлялось. Как же избавиться от этого? Каждый раз, когда человек выпивает, он должен себе в тот день, когда он выпивает, когда он уже закончил, если такое есть, если не упал еще, он должен повторять себе слова: «Я получал удовольствие, и теперь я получил полное удовлетворение». Если даже эти слова повторять, то после этого в дальнейшем утром нужно тоже повторять. Когда вы проснулись, говорите: вчера я получал удовольствие от алкоголя, сегодня я получил полное удовлетворение. Это очень хорошо работает. Также, если живет рядом с алкоголиком его жена или мама, она должна говорить: вот классно вчера посидел, он должен сказать: да, хорошо посидели, тебе понравилось, очень понравилось, так весело было, ты получал удовольствие от этого, да, я получал удовольствие и так далее. И после этого вы должны сказать: но вот сейчас получаю удовлетворение. Ты удовлетворен вчерашним днем? Удовлетворен. И он должен несколько раз осознанно сказать, что он удовлетворен. Таким образом, если он это сделает многократно, там 5 раз или 10 раз, на протяжении там месяца или 2 месяцев, то у него появится ощущение, что он не удовлетворен удовольствием, которое он получает, потому что удовлетворение плохое. Потому что удовлетворение на следующий день — это перегар, это плохое самочувствие и это тяжелые, наверное, какие-то переживания. Так вот, удовлетворение, оно в случае, если оно осознанное в виде плохого удовольствия, угнетает в дальнейшем удовольствие, которое было предварительно в виде удовольствия. Таким образом, если его ругать, то ничего не произойдет. Почему? Потому что там в памяти есть запомненное или восприятие того, что в прошлом дне было удовольствие. А в этот день он должен понять, что на следующий день он получил от того, что с ним происходило, полное удовлетворение. Нужно ему говорить: ну что, ты удовлетворен? И нужно его заставлять прямо, чтобы он сказал: да, я удовлетворен. Ты получил удовлетворение от вчерашнего дня? Получил. И вот сегодня ты это удовлетворение чувствуешь? Да. Ну вот видишь, у тебя есть удовлетворение вчерашним днем? Да. Ну вот молодец. Видишь, вчера удовольствие, сегодня удовлетворение. Если человек несколько раз произносит: я удовлетворен вчерашним днем, то в дальнейшем вот такого удовольствия, которое он получает от алкоголя, он получать не захочет. Можно ли это делать без произнесения? Да, это более садистский способ. Каким образом нужно его проявлять? Вы должны сесть и опросить вашего близкого, насколько ему плохо. Серьезно, я говорю вам серьезно. Почему? Вы должны сказать: ты должен сегодня со мной поделиться, или скажи, пожалуйста, насколько тебе плохо, то есть что с тобой сейчас происходит, то есть где болит, ну что происходит, руки, может, трясутся, вот объясни все, что с тобой на сегодняшний день происходит, объясни мне. И после этого не корите его, а постарайтесь выслушать то, насколько ему плохо. Пусть он расскажет: и живот болит, и там руки трясутся, и в голове, с глазами, и начинайте его плавненько ощупывать, как бы сенсорно везде, начинайте говорить: как дела в твоей голове? У тебя есть там боль? Да. Как именно болит? В висках или в затылке? В затылке болит. Или во лбу? И во лбу болит. Вся голова. Кружится голова и кружится. А глаза болят? Да. А дрожь есть в глазах? Да. Вообще в голове есть дрожь какая-то? Есть. А ощущение тошноты есть? Да. А у тебя есть ощущение, как будто весь живот вот прямо болит? Да. А с правой стороны болит сильнее или не очень? А ноги, может быть, крутят? Или как будто ватаное такое ощущение? Есть это? И, ну, ты должен мне все рассказать. Я должна это все о тебе знать. Потому что я очень-очень забочусь о тебе. Я тебе, конечно, помогу. После этого посострадать ему, посочувствовать, сказать: бедненький, но ты так больше не делай. Дело в том, что очень часто алкоголик, он просыпается, и в этот момент он живет как
животное. Я извиняюсь, что это говорю. Почему? Животное не чувствует, что у него что-то болит, но из-за того, что оно не умеет разговаривать, оно осознать и объяснить себе не может. То есть в тот момент, когда животное проснулось, у него болит печень, ему больно. Все, уже есть звук. Повторите про клещи еще раз. Ну ладно. Заваривайте можжевеловые шишечки. Если человек принимает 1 столовую ложку можжевеловых шишечек на стакан воды и после этого пьет вот такую водичку, то после этого на него клещи не нападают. То есть это исчезает. Также хорошо такой водичкой пользоваться в виде спрея, там обрызгать себя и все. Вообще можжевельник очень хорошо убирает. На можжевельнике не бывает клещей, также где растет можжевельник, тоже не бывает клещей. Где сухостой, там клещи, где речка и сухостой. Сейчас. Есть такой орех, называется фундук. Знаете, да? Фундук больше всего любят клещи. То есть вот такой вот фундук или лещина, да, у нас называется еще этот орех. Вот где живет или где находится такая лещина, вот это дерево больше всего обожают клещи. Вот так. Являюсь ученицей школы, подскажите какое-нибудь заклинание, чтобы благополучно пересечь границу для путешествия. Что с вами? Их столько давал, это белая дорога, помните, болтик нужно бросать. Представляете между собой и местом, которое вы должны пересечь, яркую белую дорогу. После этого идете по этой дороге и проходите границу, на вас никто не обращает внимания. Второй способ. Вместо своей головы представляете дулю. И после этого дулю представляете еще и на всех людях, которые вместе с вами идут. В случае, если там родня, то на каждого ставите дулю вместо головы. После этого проходите границу, все от вас отворачиваются. Андрей Андреевич, прошла первую ступень. Скажите, пожалуйста, как можно получить посвящение? Нужно ли проходить вторую ступень, пока не получено посвящение после первой? Можно проходить вторую ступень без посвящения первой. Задавала вопрос на сайте, никто не ответил. Очень хочется продолжить обучение, реализовывать полученные знания. Я не могу сегодня дать посвящение, но я постараюсь его дать в следующую пятницу. Не? 12 я уезжаю. Да, скорее всего у нас будет 11 числа вебинар, и я дам вам посвящение. Сейчас звук есть? Есть звук. Мой взрослый сын обиделся на меня, и он не разговаривает со мной уже год. Как можно наладить отношения?
ставите его в проем двери этого сына и говорите: теперь ты свободен, иди обижайся куда угодно. Я говорю вам серьезно, человек, который обижается, это человек, который не хочет 100% жить совместной жизнью. Это говорит о том, что этот человек очень злой. Злость — это самая плохая черта человека. Нельзя так ненавидеть человека, чтобы не разговаривать с ним целый год. Если он не разговаривает целый год, то ради его спасения вы должны его от себя отселить. Я не буду разбираться, кто из вас прав, а кто не прав. Это совершенно не имеет значения. В данном случае имеет значение здоровье и ваше, и вашего ребенка. В случае, если он обижается и год не разговаривает, то вы должны создать ему условия, чтобы он не жил с вами совместно. Таким образом, вы реализуете возможную свободу этого человека от себя. И после этого он начнет с вами хорошо общаться, можете мне поверить. Сразу же причем. Ужас. Ваша ученица, член. Интересно ваше мнение, как врача-эзотерика. Как сказывается разница на воспитании ребенка и его дальнейшей жизни при нормальных родах и кесаревом сечении? Дело в том, что ребенок, которого достают при помощи кесарево сечения, это ребенок, который недополучает немножечко адреналина. И этот ребенок, который будет менее где-то целеустремленным в жизни или более немножечко апатичным, более спокойным, чем дети, которые проходят через родовые пути. Это будут более спокойные дети. Нужно ли их как-то воспитывать особенным образом? Нет никакой разницы. Я могу сказать, что дети, которые проходят естественным путем, они более импульсивные, более активные. Дети, которых кесарят, это дети, которые более спокойные, более ровные, но менее предприимчивые. Дети, которые естественным путем, они предприимчивые, активные, очень импульсивные, а кесаревым сечением это менее предприимчивые, но более такие стабильные, ровные. Особенность воспитания. Считаю, что и тех можно воспитывать в естественном состоянии, в благородном обществе, где все люди живут по принципу правдивости, уважительных отношений друг к другу, с ценностями семьи. Подскажите, что делать с мелочью, которая собиралась в коробку для приобретения машины? Ну, после того, когда мелочь эта приобрелась, то после покупки машины вы эту мелочь должны разменять на большие купюры и сделать частью своих денег или своего дохода. Ее выбрасывать нельзя. Когда будет вторая обновленная ступень? Я, к сожалению, пока еще не могу ответить. Расскажите, пожалуйста, как работать с биолокационной рамкой. Отличается ли принцип работы с ней? Ну, почему я должен это делать, скажите? Здравствуйте, после кодировки месяц назад закодировался от алкоголя. У мужа совсем крыша поехала, нервный, орет, ругается. В китайской медицине написаны следующие слова. Там написано, что мужчина или женщина, которые начинают пить алкоголь или их тянет к алкоголю, имеют две особенности. Первая особенность — это человек хочет есть. Его организм спутал, то есть в тот момент, когда человек хочет есть, он вдруг начинает думать, что он не хочет есть, а хочет выпить алкоголь. Таким образом, если человек голодный, он очень часто начинает хотеть выпить алкоголь. Проявление. Очень часто это проявляется в виде молодых людей, которые заканчивают ПТУ, они голодные, потому что родители отправили их в ПТУ недостаточное кормление, начинают работать, там нету дохода хорошего, они постоянно находятся впроголодь. Вы просто не можете иногда поверить, что у нас, несмотря на то, что мы живем вот в таком обществе, где-то 20% населения живет впроголодь. Просто люди этого не понимают, потому что каждый живет в своем социальном уровне, не понимая, что в действительности мы живем в мире, где 25, по моему мнению, даже 30% живет впроголодь. Это пенсионеры, это молодежь, которой не хватает. Да, есть молодежь, которой хватает, но поверьте мне, еще больше есть такой, которой не хватает. Есть родители, которые зарабатывают $100 на двоих. Один без работы 40 лет, другому 50 лет с работой, который зарабатывает 2500 $100 в месяц. После этого не платят ни коммунальное, одеваются в секонд-хенде. Живут только тем, что едят вермишель, покупают какую-то рыбку. Живут иногда еще до сих пор в коммунальных квартирах или в общежитиях. И после этого у человека постоянно появляется желание что-нибудь съесть. И рядом появляются учителя, которые там, являются там, сотрудниками той же стройки, там, сварщиками или еще кем-то.
Они обычно подходят, и они уже по привычке, из-за того, что им свойственен алкоголизм, потому что их точно так же когда-то подготавливали его принимать, они говорят: да зачем тебе еда это, давай купим лучше алкоголя. И говорят там: давай вот банку тушенки, бутылку водки. Но это в лучшем случае. Или там 2 пачки вермишели какой-нибудь китайской, там 1 конфету и бутылку водки. И плавно ребенок, он же не может отказать более старшему человеку. Плавно ребенка подсаживают на то, чтобы этот ребенок, привыкал к тому, что алкоголь же высококалорийный. Получается, если выпить 50 или 100 граммов водки, то это на более долгий срок убирает у человека желание кушать, чем покушать мивины там с тушенкой. Но на самом деле калории-то получает, а в целом питание не происходит. И после этого у человека происходит вот такое истощение, и привычка возникает. И второй момент, к чему я это все говорю? И второй момент, человек по китайской системе или в китайской традиции считается, что если человек склонен к алкоголю, он либо секса хочет, либо есть хочет, либо спать. 3 вещи. То есть если человеку дать, почему муж сейчас орет, что ему не хватает? Определите, ему не хватает либо сна, либо секса, либо еды. Либо всех 3 компонентов. Итак, если ему не хватает сна и есть нарушение психической деятельности, то нужно полечить. Обратите внимание, насколько долго он спит. Если этот человек спит мало, это говорит о том, что у него есть расстройство личности, возможно, компульсивные состояния или тревожное расстройство личности, либо там еще какие-либо, даже там психозы, возможно, даже какие-то. Тогда его необходимо либо показать врачу, психиатру, либо обратиться ко мне, чтобы я назначил определенные препараты. В случае, если не хватает секса, это тоже очень частое явление. Женщина говорит: да нам уже давно ничего не нужно, вам не нужно, ему нужно. А пока он пил, ему было не нужно. Почему? Напьется и забывает об этом. А теперь, когда он стал трезвый, ему вдруг стало нужно. А когда ему нужно, он же не может зайти и потребовать. А ведь когда мужчина долго пьет, то жена все время относится к нему, как будто этот человек является ее подсудимой. Вот помнишь, скотина, сколько может. И там все время претензии. Вот вспомни, и вот так было, и ты в этом козел, и вот так вот еще поступил. Получается, она раньше была для него подруга, после этого стала судья. А скажите, много ли вы видели подсудимых, которые бы хотели дружить с судьей? Я не видел пока еще ни одного такого человека, который бы... А видели много подсудимых, которые в дальнейшем... Вы видели хоть одного вора-рецидивиста, который был бы женат на судье? Поверьте, такого не бывает. Всякое бывает, такого не бывает. Даже собака от кошки может родить быстрее, чем вор женится на судье. Понимаете, я могу вам сказать, что так не бывает. Точно так же не бывает, когда женщина все время была судьей, а потом мужчина видеть в ней уже управленца, там, архимандрита, там, я не знаю, там, кого угодно, судью, видит там маршала, кого угодно видит, но уже не женщину. И уже как к женщине не относится, уже не знает даже, как к ней подойти. Почему? Потому что ему кажется каждый раз, что она начнет фыркать, давать претензии. В этот момент женщина должна каким-то образом, я не знаю, соблазнить его. Ну как соблазнить? Ну я не знаю. Женщинам виднее, как женщины умеют. Я, к сожалению, не женщина, объяснить не могу. Но в этот момент нужно обязательно дать этому мужчину, накормить его, после этого уложить, после этого сказать: хочешь, не хочешь, все, давай. Зря вы не слышите это. Вы знаете, я такие правильные вещи сейчас говорю. Вот зря не слышит эта женщина. Потому что обычно там: Андрей Андреевич, все не то, дайте методы какие-нибудь. Методы, чтобы Энни Бенни Раба, он ходил, улыбался. То есть я его 3 года ненавидела, потому что он там пил, а сейчас он стал трезвым, его все раздражает. Почему раздражает? Я могу сказать, почему раздражает. Потому что мужчина пил и закрывал глаза на все. На неухоженность женщины, на то, что там от нее плохо пахнет, там волосы, возможно, где-то из носа растут и так далее. И после этого на это все никто не обращал внимания. Знаете, как женщины иногда думают? Они считают, что если
если замуж за мужчину вышла, все, можно на себя не обращать внимания. Поэтому я даже могу стать львом. То есть так зарасти волосами везде, что даже там, это не имеет значения. Мужчине все равно. Любовь, она, любовь зла. Можно любить даже там кого угодно. После этого это серьезная ошибка. Почему? Я хочу вам еще раз сказать о том, как любят мужчины. Как ни странно это звучит, мужчина любит исключительно глазами. Женщины любят только телом. Поэтому если женщину гладить, если женщину обнимать, если женщину там ласкать, то женщина будет влюблена. Женщине бессмысленно говорить что-либо. Почему? Женщина не любит ушами. Тот, кто это сказал, самый сумасшедший человек на земле. Женщина любит носом, поэтому она хочет, чтобы от мужчины пахло каким-нибудь парфумом. Ну, точно не перегаром, и точно не запахом пота, и точно не запахом еще каким-то там и так далее. Поэтому она хотя бы чистым телом. И второе, а так уж бывает, знаете, что телом чистым 100% мужчина не пахнет. И второе, мужчины любят глазами, они хотят, чтобы женщина была опрятная, ухоженная. Мужчины любят ушами, поэтому если мужчине говорит, ты у меня необыкновенный, ты самый лучший, я так тобой горжусь, ты такой особенный, ты молодец, вот хорошо, что ты это сделал, все мужчины как мужчина, а мой самый толковый там, и так далее, то в этот момент все, мужчина будет самый влюбленный. Вы знаете, их так и кадрят. Находится какая-нибудь женщина, которая видит там мужчину, который на хорошей должности, и после этого хорошо выглядит, одевает на себя там обтягивающее какое-нибудь одеяние. После этого, что бы ни сделал это мужчина, она от всего восхищается. И вот такой же хороший, и такой этот Леонид Петрович хороший, и вот так вы, Леонид Петрович, и вы вот так еще умеете, и вот так, говорит Леонид Петрович, и вот так головой машите, а в машине, как вы ездили, и смотрю на вас, и по ступенькам, и... а это у вас не живот никакой, это подушка любви вообще. Все, конец ему, он прямо ждет, когда она ему скажет, он в нее влюблен. Он домой приходит, а его жена говорит, уже как там на работе дела? Нормально на работе дела. Ну, хочу тебе сказать, а у наших детей проблема, там у Гальки проблема, у Зирки проблема и так далее. Да ладно уже, какие проблемы? Да все тебе ладно, надо что и в институт, а это и в школу, надо чем-то заниматься, ты уже как-то посоветуй, там надо что-то делать. Смотрит на нее, у нее либо бигудя там где-то, знаете, либо волосы растрепанные, либо они вообще не мылись там с позапрошлогоднего месяца и уже там имеют запах приятный. И после этого восковой моли, да, и после этого у человека появляется идея, а мужчины, им свойственно сравнивать. Понимаете, вот я живу сейчас с той, вернее, вот с той встречаюсь, она восхищается мной. А это вот и по Зинке, и по Зирке, и по всем остальным, и все одни проблемы, и все, и начинается. Вот это восхищается мной, а это все время претензии. А у этой подушка для секса, да, или для интима, а у этой жирный, а у этой там я ухаживаю, помогу, и у вас давление там, Леонид Петрович, а это снова у тебя давление, понимаете? И все закадрило, уведет 100%. После этого нечаянно задержалась, после этого нечаянно, ой, я не знаю, как-то ключи, их там история и так далее. Все, конец. И мужчины как олень, скрещенный с неваляшкой, знаете, после этого является тем человеком, на которого просто одевают аркан и свободно, тихонько уводят из стойла. После этого женщина такая прибегает ко мне с плохим запахом изо рта, с растрепанными волосами, с 4-недельным перегаром и начинает кричать: его приворожили, Андрей Андреевич, давайте его обратно сейчас, эту подлюку. Я смотрю, они даже лицом похожи, одна и та же женщина. Я говорю, ну а как вы к нему относитесь? Да нормальный мужик, как мужик, там моих детей поставил на ноги. Все. Когда вы с ним последний раз занимались интимом? Мне, конечно, очень необычно. Да у нас как-то вообще это не принято было с самого начала. Ну так, у вас сколько раз он был? Ну было там, у нас в год 6 раз бывает там. Но мы вообще, у нас совершенно другая любовь, мы могли обняться,
там один раз в год где-то на день рождения у Пети, там, знаете, могли сидеть. Он хороший мужчина, он хорошо заботится, он там за детьми, он любящий, у нас всегда была любовь, мы по любви женились, все нормально. Я говорю, ну вы восхищались вашим мужчиной? Ну я не знаю, ну восхищалась. Я говорю, ну а как это происходило? Вот начните мной восхищаться, скажите мне что-нибудь. Ну не знаю я, как вами восхищаться. Ну как-нибудь начните мной восхищаться. Ну, на вас часы хорошие. Ну, отлично. Ну, так ты не умеешь восхищаться. Тебе нужно обучать тем, как нужно восхищаться. А та женщина знала, как восхищаться. Она, наверное, прошла курсы какие-то, понимаете. И после этого нашла себе нормального. Есть же там целый ряд женщин, которые принципиально работают над тем, чтобы научить других женщин уводить других мужчин. И там один из таких концептуальных элементов это восхищается. Ну, Андрей Андреевич, давайте его приворожим. Потому что, так как его приворожить? Он нашел 100 объяснений тому, что та женщина лучше. И она доступнее, в постели с ней есть желание. После этого женщина говорит, я хочу, чтобы он ко мне вернулся. Я всегда говорю, к старой не вернется. Я всегда говорю одни и те же условия. Если от вас, допустим, ушел мужчина, и женщина говорит, как сделать так, чтобы, вот, кстати, чтобы мужчина не кричал, что нужно делать? Первое, если мужчина собирается уйти, если мужчина там ушел уже, то нужно сразу же знать, он уже к той же не вернется. А тогда какой он должен вернуться? Вы должны совершенно измениться. Что это значит? Если у вас короткие волосы, должны быть длинные. Если длинные, короткие. Если белые, должны стать черные. Если черные, должны быть белые. Если вы носите одежду черную, вся одежда должна быть белой. Если ваша одежда вся зеленая, должна быть красной. То есть вы должны стать 100% совершенно другим человеком. Если 100% совершенно другим, и он вернется просто так за вещами, он останется. Потому что количество энергии и денег, потраченное вами в вашей жизни на совместную жизнь, было больше. Но он ушел от старой. И если он в этот момент придет к новой, то он не сможет уйти. Вы победите. Даже привороты не нужны никакие. У меня есть женщина такая, которая обратилась, говорит, Андрей Андреевич, пожалуйста, помогите, жили-жили с мужем, он ушел к другой. Показывает мне женщину, они как 2 капли воды похожи, понимаете? Я говорю, вы последнее время делали что-нибудь со своим лицом? Делала, но я же делала для него, то есть в лоб ботекс, в щеки ботекс, в губы ботекс, в грудь там что-то, там бедра делала, но я же делала для него, чтобы больше нравиться. На нее смотришь, у нее было лицо нормального человека, стало лицо куклы Барби. Он жил с одной женщиной, после этого домой приходит, а перед ним другая. Он говорит, ну это же обман, я хочу ту, с которой я жил. Я же делал предложение одной женщине, женился на одной женщине, хотел одну женщину, а теперь со мной другая. Я не хочу, я хочу ту, которая была. Я говорю, чувства, там я для тебя делал. А не важно для кого. Важно, что должна быть та женщина, которая была раньше, понимаете? Я Соне своей все запрещаю. Я говорю, будем стареть вместе, так что нам морщины предстоят там и так далее. Все. Почему? Потому что я женился на одной женщине, я хочу с этой женщиной состариться, видеть ее старение, и хочу вот вместе или совместно, только сначала я, а потом она. Почему? Чтобы не видеть эти страдания, не переживать страдания. Конечно, Соня, извини. Сонь, ты не слышишь, да? О, хорошо. Поэтому я ей говорю, ну вот что теперь с вами делать? Он жил с вами, и после этого вы вот это вот все сделали. Я говорю, зачем вы это все сделали? Она говорит, ну я же для него хотела, я хотела стать красивее. Я говорю, ну вы стали совершенно другой женщиной. Она мне дает старую фотографию, я ложу 2 этих фотографий, вообще 2 разных человека, представляете? У одной хоть какие-то очертания глаз, очертания губ, очертания носа, а у этой большие эти скулы, большие скулы вот такие, большие щеки вот такие, как у Филиппа Киркорова сейчас. И вот такие вот веки налезли на глаза, понимаете, и 2 уха торчит. Я говорю, так она раньше была совершенно другой. Конечно, он от нее ушел. Он увидел вот это все и говорит, о боже, я же не с ней жил. Он начал утром просыпаться рядом с женщиной, которая начала напоминать ему, человека, который постоянно живет с бодуна, то есть как человека, у которого отек.
Понимаете, после этого смог, захотел ли он с ней жить дальше и ушел. Он говорит, можем ли приворожить? Ну, можем, если лицо будет вот то, которое было раньше. Но он меня очень сильно любил. Если сильно любил, от сильно любящих не уходят. Почему? Я хочу вам сказать, не уходят мужчины из-за проблем. Так не бывает. Не уходят из-за болезней. Не бывает. Не уходят из-за трудностей. Не бывает. Мужчина уходит только от женщины. От женщины он не уходит к другим даже. Мужчины уходят от женщины. Он сначала уходит от женщины, а потом его находит другая, приманивает и все. И он уходит после этого к другой. Так не бывает, что он от нее ушел к той. Так не бывает. Для мужчины это невозможно. Мужчина не может делать сразу прыжок. Так женщина может. Я жила с ним и теперь живу с этим. Вот так женщина может. А сейчас снова хочу жить с ним. Так тоже возможно. У мужчин так не бывает. Для того, чтобы мужчина ушел, он должен найти себе объяснение, что он или почему он должен бросить ее и уйти от нее. Потом вот как-то находясь сам, он должен сказать себе, ну что, я буду с этой жить или не буду, и только после этого к этой прийти. Вот так не бывает. Так только у женщин, у мужчин так не бывает. Поэтому для того, чтобы мужчина пришел, он должен снова разочароваться в той, после этого пожить самостоятельно сам, и только после этого вернуться к той, которая была. А женщины думают, что вот так вот можно, так можно по-женски, по-мужски так не работает. Вернуть женщину легче, чем вернуть мужчину. Вернуть женщину, которая ушла кому-нибудь, легче. Если женщина изменила, ушла к другому мужчине, его любит на всю жизнь. Я такой приворот делаю, она через неделю возвращается и любит до конца дней. Если мужчину, так не бывает, потому что там очень много осознанности. У мужчин работает мозг, а с мозгом работать тяжело, понимаете? Он себе очень долго объяснял, я ее уже не люблю, потому что и начинает там губы не те, она там та говорит так, а это говорит так, зачем она мне вообще нужна, лучше я не буду с ней, так будет выгоднее, так она судья вечно, у нее не так, вот находит и клеймит ее. Каждый день вы молчите, он клеймит. То есть вот, ага, сказала тогда мне так, печать поставил. И после этого не женщина, а женщина, на которой печать. Клеймо, клеймо, клеймо. Потом она говорит, я поговорить хочу. Он говорит, ты всегда считала меня придурком. Он говорит, как? Она говорит, как я тебя считала придурком? Этого не было никогда. А помнишь, мы когда-то к маме моей приехали, и вот ты стояла вот так вот, а я нечаянно выронил 3 морковки из кастрюли, а ты повернулась вот так и говоришь мне, ну придурок же. И вот так вот. Так это ж не всегда. Неважно. Одного раза было достаточно, я всю жизнь помню. Представляете, он один раз, для него это всегда. То есть это было нечаянно, вы уже не помните. Да когда, да тогда, да не было такого, я уже не помню. Я помню, он все помнит. Мужчина все помнит, с ними надо вообще фильтровать все. Почему? Они все запоминают. Не дай бог что-то плохое, все, печать. Она всегда мне говорит это, все. Пропечатает вас и после этого смотрит, там всегда плохо говорит, всегда говорит, что я лох, всегда говорит, что я дурак, всегда говорит, что я там... Не дай бог сказать, там, у тебя там что-то не так с потенцией, все, я импотент уже. Понимаете? Ранимые. Мужчины внешне сильные, в глубине души они ранимые, друзья мои. С мужчиной, мужчину уничтожить очень легко. Находится женщина, которая начинает говорить ему какие-нибудь гадости, все, конец. Женщина это тот человек, который может уничтожить мужчину, сделать из него чучело, невежество. Когда Бог создал женщину, Он не понял, что Он создал себя. Но когда он лепил мужчину, он забыл добавить туда закрепитель. Поэтому, когда мужчина попадает к женщине, то она продолжает лепить как Бог, но правда она не умеет это делать, понимаете? И получается лепит непонятно что. Получается женилась на Генацвале Камарджоба, там, ордена Ленина, Дружбы Красного Знамени, там, героя первой степени, а через 4 года рядом с ней живет пузатый Чебурашка, понимаете? И после этого говорит, как же так произошло? Женилась на таком аксакале Джигите, а сейчас рядом со мной Чебурашка. Это ты его вылепила, уши ему вылепила, пузика, все как положено, понимаете? Претензиями, какими-то бесконечными там, предъявлениями, претензиями, да?
Скажите, когда в продаже будут ваши карты с описанием? Сам делаю. Какая тема СНГ на завтра? Скажите, кто знает. Хочу завтра СНГ провести, посвященное улучшению, ну, посвященное и красоте, и долголетию, и, ну, наверное, омоложению, сексуальности, улучшению отношений к женщине, к мужчине, увеличению привлекательности, стройности, ну вот все, что связано с семьей. Вот такое я хочу с МГ провести. Здравствуйте, в декретном отпуске муж зарабатывает и кроме этого подрабатывает, но он постоянно обманывает, деньги прячет, унижает словами меня. Как с ним быть? Стоит ли все терпеть? И можно ли с помощью эзотерики подействовать, чтобы изменился в лучшую сторону? Начните этого мужчину обязательно хвалить. Сделайте так, чтобы появилось у вас тотальное доверие. Начните доверять во всем. Оставляйте телефон, делайте так, постоянно говорите, что для нашей семьи, не используйте... Заставляйте вашего мужчину, чтобы он произносил слова «наши». Когда он говорит там «мои деньги», говорите «наши деньги», «наше здоровье», «наша семья», чтобы вот эти слова обязательно присутствовали. Пусть привыкает, что вы уже не одна, а говорите ему о том, что наши дети, мы вынашиваем нашего ребенка, для нашего ребенка необходимо это, то есть это будет укреплять семью. Не бойтесь, я сейчас просматриваю вашу семью, у вас хорошие отношения будут. Андрей Андреевич, скажите, как эзотерически вывести слизня из участка? Берете слизня, берете и ложите его в правую руку. После этого представляете, будто он светится белым светом. И после этого вот так в себя высасываете его белый свет. Представляя, будто он у вас во рту, и после этого его глотаете. Этот белый свет. С вами ничего происходить не будет. При этом представляете, будто слизень, вокруг которого был белый свет, потемнел. Отпускайте его и говорите ему: теперь собери всех и уведи. И он после этого всех соберет и уведет. У меня были знакомые, которые не верили в эзотерику. У них было нападение, ежегодное нападение муравьев. У них были груши во дворе, и муравьев было так много, они были везде. Даже спать невозможно было на кровати, никакие инсектициды не помогали. Вот попросили, у них был в гостях, и когда приготовили шашлыки, я поймал муравья, такого самого крупного, и сделал, как вам рассказал. После этого на протяжении... Они это лето, когда я сделал этот обряд, они все лето были. На следующий год, следующим летом и осенью муравьев не было. То есть это не произойдет сразу за, возможно, 1 неделю или 1 день, но уже на следующий год вы от них избавитесь. Скажите, почему я мысленно хороню живых родственников и не только, приобрела ваши заклинания? Уважаемая Виктория Срибна, проходите, пожалуйста, мою первую ступень. Пишите сейчас совсем ненужные вещи. Можно вам лично написать, чтобы сделали назначение по ТФ. Хочу заказ сделать. Хорошо. Как избавиться от зависимости от мужчины? Все время тянет к нему. Вот уже 5 лет отношений с ним нет. Видимся раз в полгода. Я забыть его не могу. Построить отношения с другим мужчиной и создать семью. Спасибо. Нужно не забывать мой принцип, о котором я говорил на 2-й ступени. Он звучит так. Женщина должна отвечать на ухаживания, любые. Она должна отвечать на ухаживание, это обязательное условие. Если есть какой-либо мужчина, который появляется в жизни, его ни в коем случае нельзя сравнивать с тем, который был. И второе, обязательно каждому мужчине отвечать на ухаживание. Искать ухаживание, отвечать за ухаживание. Далее. Ни в коем случае раз в полгода отношения запретить. Никаких отношений, ни раз в полгода, вообще никаких. Если человек ушел от вас, человек не живет, не разрешайте никаким образом с вами контактить и пользоваться. Возьмите телефон, там есть черный список, занесите этого человека в черный список, не идите ни на какой контакт вообще. Почему? Вы никогда не избавитесь, происходит бесконечное вампирство, над вами просто человек издевается. Это может привести к появлению тяжелейшего заболевания в дальнейшем в вашей жизни. Я могу сказать, что особенность женской красоты или как быстро выйти замуж связана с таким элементом, о котором я раньше рассказывал, который называется стоимость жизни человека. Я не буду прямо открывать все концепции стоимости этой жизни, я расскажу о том, сколько же стоит красота.
Когда человек живет, он работает. Допустим, женщина отработала с 11 часов дня до 6 часов вечера, 5 часов, и после этого за эти 5 часов ей заплатили 1000 рублей. Допустим, она работает парикмахером в России. После этого она работает 5 дней. То есть можно сказать, что 5 часов стоит 1000 рублей. За 5 дней 5 часов это получается 25. Получается 5000 рублей. То есть в неделю 5000 рублей. Получается, если это разделить на сутки, то получится в сутках 24 часа. Это получится по 250 рублей каждый час. Меньше, да, по 25 рублей каждый час, грубо, тогда можно посчитать 30 дней по 25 рублей каждый час, то какая-то стоимость ее жизни. Так вот, если так определить, то стоимость ее жизни будет выглядеть приблизительно 250 рублей 1 час, ну, допустим, или меньше. Когда женщина хочет выглядеть для другого мужчины хорошо, то она должна обязательно вложить в себя деньги или жизнь. Смотрите, вы потратили жизнь, ваша жизнь тратит за эту жизнь и за потраченную жизнь заплатили какие-то деньги. Таким образом, если вы тратите деньги в свою красоту, вкладываете ее в свою красоту, покупаете новую одежду, украшения, вкладываете в волосы, в массажи, то таким образом вы становитесь красивее или покупаете свою красоту. И здесь сразу же вопрос: Андрей Андреевич, если я пенсионерка, если у меня нет дохода, то я могу как-то вложить деньги. Если у вас нет денег на то, чтобы вкладывать в красоту, то вы должны научиться вкладывать свое собственное время в эту красоту. А это еще каким образом? Вы должны знать, что если вам за 6 часов заплатили, допустим, 1000 рублей, то вы должны следующий, допустим, 1 час посвящать своей красоте. Каким образом? Этот час можно посвящать либо прямому посвящению своей красоте, либо косвенному посвящению. Что это значит? Прямое посвящение — это вы берете и начинаете делать там маникюр, или начинаете делать массаж лица, или косвенно. А косвенно это выглядит так: берете там какое-нибудь маселко и после этого просто от себя трете. Или берете расческу и 1 час себе волосы расчесываете. К чему это приведет? Вы тратите время свое на собственную красоту. Ваша красота начинает стоить денег. Чем больше денег или жизни вы тратите на красоту, тем дороже или красивее по-другому вы смотритесь в глазах других людей или мужчин, и мужчин, и женщин. Вы представляете, такая особенность. А как женщины делают? Они ни деньги не тратят, ни жизнь не тратят. Тогда откуда она может взяться? Так красивые женщины иногда не могут сказать о том, что у них огромное количество ухажеров. То есть вот у меня часто так бывает: женщина красивая приходит, сидит, допустим, здесь, и я говорю, она говорит: ну почему так бывает, Андрей Андреевич, мне там 32 года, я до сих пор не замужем, уже все подруги вышли, а я и красивая, и у вас ухажеры есть? Ну есть, но я не могу сказать, что у меня много ухажеров. Так, в неделю, там, в месяц, может, один кто-нибудь там напишет что-то в интернете, или кто-то со мной познакомится где-то, но говорит, так, чтобы у меня было очень много ухажеров, такого не бывает. Я говорю, надо же. Я говорю, а знаете почему? Почему? А вы возьмите расческу и каждый день 1 час расчесывайтесь. Знаете, есть украинская песня: «Я косу свою чесала, пока мама не знала». А почему этой песне говорят о косе, когда мама не знала? Девочка, в нашей украинской культуре было известно, что если чесать или расчесывать свои волосы, то очень быстро найдутся женихи. Именно поэтому девушки, а почему мама не знала? Потому что мама не должна была знать, что она очень молоденькая и расчесывает косу. Запрещали девочкам до 20-летнего возраста вообще к волосам прикасаться. Завязывали на ленточки и потом специальный узелок завязывали. И мама вечером смотрела на узелок и говорила, развязывала дочка или нет. Потому что это считалось неким элементом или обетом, который не давал женщине расчесывать волосы. Почему? Чтобы она не расчесывала волосы, чтобы рано замуж не вышла.
Поэтому обязательно вплетали туда ленты, чтобы ходили с лентами, чтобы никто внимания не обращал. А потом, когда нужно было уже замуж выдавать, ленты расплетали, садили перед окном, заставляли расчесываться. И после этого расчесывалась, замуж выходила. И в песне слова: мама уходила на работу, а ей было там 15-16 лет. Она брала и сидела, и косу свою чесала, пока мама не знала. Ну и за что и пострадала. Тем, что замуж вышла. Понимаете, в раннем возрасте. Об этом и песня. Ну что я вам могу сказать? Это, наверное, один из самых уникальных таких методов, который объясняет, почему женщина не может быть привлекательной в глазах другого мужчины. Вы знаете, как это работает? Я вам сейчас скажу. У нас есть некий эзотерический сенсор. Так женщина, видя мужчину, который опрятно одет или неопрятно, может каким-то образом сказать приблизительно, какой у него доход. Вы знаете, что-то есть у такой у женщин, они могут сканировать и сказать, пока мужчина молчит. Потому что они обычно начинают говорить, обманывать, и потом говорят: ой, ты знаешь, я очень богатый, там у меня. А потом, когда начинают встречаться, говорит: ну я только жене все свое оставил и так далее. На самом деле это все ложь, знаете. Тем не менее, пока мужчина молчит, женщина может просканировать и как-то так, знаете, даже ощутить, сколько у этого человека доход. То есть каким-то образом они умудряются это сделать. Вот как они это делают, не знаю, но чуйка у них на это есть. Также у мужчин, вы представляете, у мужчин есть некая чуйка или электричество или какое-то вот такое чувство эмпатическое, которое позволяет мужчине почувствовать, сколько женщина тратит в свою красоту. Вот у мужчины есть вот некое такое состояние, он может эмпатически ощутить, каким образом тратиться на красоту. Это просто расчесываетесь час, а если 2 часа, вот смотрите, у вас один поклонник раз в месяц. После этого каждый день 1 час, пока рука не заболит, расчесываетесь. Будет 2 поклонника. Если мало, тогда 1 час расчесываетесь, 1 час натираете себя кремом. Будет уже 2 или 3 поклонника. Если больше, а если еще денег в одежду, тогда еще больше. А в украшения, что с вами? Украшения дорого стоят? Дорого стоит. Если вы украшения купили сами за свои деньги и одели на себя, то это привлечет поклонников. Одежду, если купили родители, не так хорошо, потому что это поклонников не привлечет. А если сама женщина одежду купила, одела на себе, сразу же поклонник найдется. Вы знаете, это особенность такая. С этим сделать ничего нельзя. Женщина, которая умудрится купить сумку за $1000, будет поклонников гораздо больше, чем у женщины, которая купит себе сумочку за $25. И обвинять ее в том, что у нее поклонников больше, бессмысленно. Почему? Она потратила в свою красоту, а сумка — дополнение ее красоты, она потратила в свою красоту какое-то количество денег. Ничего с этим сделать нельзя. Вот скажите, когда женщина смотрит на мужчину, на котором золотые часы, и на мужчину, на котором нет золотых часов, она это видит? Конечно. Почему она это видит? Но зачем ей это? Она начинает, а скажите, шансов у мужчины там, познакомиться с женщиной, на котором золотые часы, золотая цепь, там, 250 граммов, у этого мужчины шансов познакомиться с девушкой или женщиной больше, чем у мужчины, у которого нет цепи, нет часов. Ну да, ну конечно. Вот точно так же с этой красотой. Как женщина видит вот такую красоту на мужчине, так и мужчина видит вложенные деньги или вложенную энергию в женщину. Но у мужчин сложнее, потому что у мужчин сложнее, это связано с тем, что мужчины могут только там цепь одеть, золотые часы. Им не нужно быть красивыми, а женщине нужно. Понимаете, женщину. Самую большую ошибку сейчас совершают мужчины. Это мужчины, которые стремятся к тому, чтобы быть красивыми. Если мужчина становится красивым, то этот мужчина становится автоматически гомосексуальным. Понимаете? То есть в глазах женщины он будет всегда чуть-чуть гомосексуальным. Его всегда будет появляться ощущение незащищенности. Этот гомосексуализм, он проявляется в том, что когда мужчина ложится в постель с женщиной, то он ждет, когда женщина начнет к нему приставать, а не когда он должен совершать свои естественные обязанности там, и так далее. То есть видите, разница в чем. Естественно, сейчас мир так изменился, видны мужчины, которые специально стараются выглядеть красиво. Я считаю, это запретная тема в моей семье, поэтому когда там ребенок говорит, это красиво или некрасиво, то с самого раннего возраста, что ему сделал, когда маленький был, когда он подошел, говорит, я красивый, что я тогда?
Не, я его подстриг на лысо. Я говорю, настоящий красивый мужчина, лысый мужчина, понял? После этого у него шевелюра была, Соне очень нравилась шевелюра, у него такая длинные волосы были, рыжие такие красивые. И он говорит, я красивый, я говорю, красивый мужчина, вот он, смотри, видишь, какая прическа? Он говорит, да. Я говорю, Соня, кто из нас красивее? Слава или я? Она говорит, конечно ты. Я говорю, Слава, что будем делать? Он говорит, будем стричься. Я говорю, отлично. И после этого я взял бритву и подстриг ребенка на лысо. Я говорю, теперь мы выглядим как настоящие мужчины. Смотри, у меня красивые волосы и у тебя. Он говорит, да. И так удобнее. Тряпочкой вытер и все. А красота не нужна. И вы знаете, ребенок вырос без концепции «я красивый». Это такое огромное счастье. Теперь его это не беспокоит. То есть он не смотрит в зеркало, ему все равно, в чем он одет. Его не Главное опрятно. Я все время говорю, главное за собой следить. Будь чистым, чисти зубы, там, подстригай ногти. Все остальное особо не важно. Сначала мама тебя поддержит, там, погладит, или там, потом женися, там, еще кто-то тебя поддержит. Главное, а красивый ты или нет, это не имеет особого значения. Если мужчина не задумывается о том, красивый он или нет, это освобождает у него возможности состояться, потому что это создает большой ресурс. Он начинает думать о чем-то еще, понимаете? В этот момент возможность думать о чем-то еще побеждает. 8 часов уже будем заканчивать, да? А так у нас уже 8 часов. Так быстро время прошло. Подскажите, пожалуйста, какие цветы можно держать дома и полезны? Очень хорошее растение называется алоэ. Алоэ увеличивает доброту в семье. Второе растение – каланхоэ. Если каланхоэ есть, то тогда все дети будут друг друга любить. Дальше растение толстянка или растение денежное дерево. Денег не принесет, но зато если вы будете о ком-то думать или кто-то уедет куда-то далеко, обязательно в дом вернется. Потому что растение толстянка, оно привлекает в жизнь того человека, с которым расстаетесь. Кстати, если положить листочек растения толстянки в рот и долго думать о человеке, то этот человек будет искать возможность с вами связаться. Также можно заставить должника отдать деньги. Дальше. Золотой ус. Золотой ус растение, которое может создать женщину или держать женщину долго в молодом возрасте и в здравом уме. Мужское растение – это кактус. В случае, если кактус толстый, с большим таким стволом, это будет говорить о том, что мужчина будет концептуально зависеть от своей семьи, сосредоточен на своей семье. Растение, которое отпугивает, монстера. В случае, если монстера стоит в спальне, интимных отношений не будет. Но если поставить перед входом в вашу квартиру где-нибудь такое растение, то это будет отпугивать злые языки, отпугивать плохое отношение к семье, а также будет убирать навсегда зависть. Роза растение богатства. В случае, если даже чайная роза где-то растет в семье, то чайная роза, если к ней относиться хорошо, это растение, которое привлекает деньги. Какие растения есть плохие? Это любые растения с прообразом деревьев. То есть растение, которое выглядит как дерево, вот допустим у нас растет, это не очень хорошо. Деревья, они должны жить на улице. Деревья, они более энергетически влияющие. И растения в виде вот таких трав, которые растут, лианчиков каких-то, они не такие опасные. Вот большие деревья, они обычно отталкивают клиентов, делают все для того, чтобы... Деревья любят спокойствие. В лесу есть шум? Нет шума. В лесу нету бегающих людей? Нету. Растение, оно настолько страдает, когда у него шум, когда есть люди, когда кто-то ходит, ему некомфортно. Особенно если это растение там живет в кадушке и живет посреди вашего офиса. У меня были такие люди в свое время. Это люди, которые открыли свой собственный автовокзал. В одном из городов крупных они построили автовокзал и запустили свои маршруты, представляете? И у них очень хорошо получилось. Начали ездить люди, все очень хорошо. Они начали заниматься продвижением этих маршрутов и так далее. Даже за рубеж куда-то ездили. И после этого у них вдруг исчез бизнес. Представляете, перестали люди ездить. Вот ниоткуда.
После этого я пришел к ним в этот автовокзал, который они построили, а посреди автовокзала огромная пальма, вот такой толщины, огромная, но не финиковая пальма, а такая декоративная. И вот она огромная, как колосс такой. Я говорю, а где вы пальму взяли? Он говорит, мы были где-то в Греции, и нам эту пальму решили из Греции ее сюда привезти. И говорит, мы ее аж из Греции везли там на паромах или на каких-то кораблях, ее нам сюда доставили, и мы ее прямо здесь уже готовую посадили. Я говорю, а нельзя ли сказать, что вместе с пальмой у вас люди исчезли? Он говорит, ты представляешь, 100%, как только пальма появилась, люди исчезли. Это настолько энергетически сильное дерево было, что оно хотело одиночества. Ему мешали люди. Вы представляете, это дерево сделало все для того, чтобы и дальше чувствовать себя. А почему? Потому что это дерево было женского рода. У пальмы есть мальчики, а есть девочки. А это дерево было женское дерево, при этом это женское дерево, оно было уже выросшее, страдающее, и ему не нравилось, когда очень шумно. Потому что росло оно все время вместе, в уединении, где не было людей. И это дерево убрало всех людей, представляете? Деревья полностью все поисчезали. Все маленькие растения могут быть, а вот растения в виде вот больших деревьев нельзя, потому что большие деревья, они могут отталкивать клиентов от вашего офиса. Лучше, чтобы этого не было. Поэтому, если вы в кадушке яблоню поставите, то у вас людей не будет. Андрей, я не покупаю лимоны, потому что лимонное дерево. Я не покупаю апельсины, апельсины это апельсиновое дерево. А вот такие растения, как допустим, растения там золотой ус, там толстянка, это все как растения, растут как трава. Вот как трава это хорошо. Вчера была годовщина создания РТЕ, первое заседание. Вы не разрешили рекламировать, а можно поздравить вас и нас? Можно? Так хочется поделиться этой радостью. А что у нас, разве годовщина была вчера? Да? Надо же, я не знал, что мы начали. Поздравляю. Поздравляю всех с годовщиной РТЕ, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, почему, когда дома зажигаю свечу, почти постоянно при ее горении валит черный дым? Раньше такого не было. Для того, чтобы черный дым не горел, нужно взять и у свечки отрезать фитиль. Он у вас очень длинный. Почему свеча коптит? Потому что вот этот фитиль, который здесь в свече находится, очень длинный. Когда она начнет у вас коптить, возьмите ножницами и подрежьте, тогда она коптить перестанет. У меня такое было. Я когда-то приехал к колдухе своей знакомой, ее Надежда зовут. Вера и Любовь, да, ее зовут Надежда. И она говорит, сейчас я проверю, какой-то у нас колдунидзе. Я сейчас зажгу свечу, и вот увидишь, я буду вот так водить, и она рядом с тобой будет коптить. После этого вот так вот зажгла эту свечу, эта свеча начала коптить. Она ко мне подносит, коптит, подносит к себе, не коптит. Я говорю, подожди. У тебя есть ножницы? Она говорит, есть ножницы, неси. После этого она принесла ножницы, я взял ей и почти под корень отрезал вот этот фитиль. И после этого говорю ей, а теперь носи. Она ко мне не коптит, к себе не коптит. Я говорю, поноси по всей квартире. Она нигде коптить не будет, понятно? Не морочь мне голову. Нет. Я знаю, как сделать так, чтобы фитиль коптил так, что аж сажа будет лететь. Нужно отрезать так, чтобы фитиль был очень длинным. Этим пользуются бабки-ешки, которые занимаются магией, специально зная, что вот так коптит. Поэтому, если фитиль толстый, если его сразу отрезать так, чтобы он сильно торчал, и поджечь, то она сразу же начинает так коптить, как никогда. Поэтому для того, чтобы не коптило, можно вот так отрезать под конец, и все. Как сделать так, чтобы коптило и аж падало? Капнуть туда немного смальца свиного. Будет еще и кониной пахнуть, и свининой, и будет копоть прямо лохмотьями падать, понимаете? Знаете, голь на выдумке хитра. Все, что касается магии, там все есть. Женщина, значит, обратилась женщина, она находится в Львовской области, у нее магазин одежды. Говорит, у меня есть женщина, которая просто спасает меня, но говорит, у нас такие подклады, у нас там атаки на магазин, у нас такое там находится, Андрей Андреевич, сил нет, надо как-то спасать. Я говорю, ну а что там у вас такое происходит? Надо как-то спасать, у нас постоянные подклады. Но я этой женщине, говорит, раньше отдавала 5% с бизнеса, сейчас отдаю уже 30%.
Я говорю, сколько? 30%. Говорит, раньше отдавала с одного магазина, сейчас отдаю с 3, потому что она ходит подклады, и ребенку плохо стало, и там то-то, то-то. И говорит, меня начало тошнить, в семье начали ругаться, говорит. И вообще, говорит, у нас такое, не можем спастись, только на эту женщину уповаемо. Я говорю, ну давайте посмотрим. После этого заходим в магазин, и я говорю, пригласи женщину и давай, пусть женщина походит. После этого эта женщина ходит, а потом ей говорю, слушай, у тебя видеокамера есть? Есть видеокамера. А давай видеокамеру установим, вот где она обычно эти подклады находит. Давай установим. После этого попросили, человек установил видеокамеру. Она забегает в каморку, представляете, переворачивает ведро, становится на это ведро. И после этого достает вот так из-за пазухи что-то, ложит вверх. А потом кричит, Надя, Надя. Там та заходит, она говорит, вот мышь нашла. После этого на видеокамере это ей показываем. Она говорит, это чепуха, это я ее нашла и ничего не доставала. Я говорю, ну ты видишь, тебя обманывают просто, а ты в это все веришь. Это как гипноз, знаете. Сначала человек думает, что это он контролирует, а потом ему кажется, что это с ним происходит. То же самое вот происходит и в этом случае. ИРТЕ, поздравляю всех сегодня, вчера, вернее, заседанием ИРТЕ, которого не было, да. Хочу всех поздравить с годовщиной РТЕ. Хотите всех поздравить с годовщиной РТЕ, можете нажать кнопку «Внести пожертвования». А бамбук дома можно? Бамбук нет. А фикус? Фикус да. На данный момент я не замужем и беременна на 7-м месяце. Поздравляю. Жду двойняшек. Поздравляю вдвойне. Папа детишек не общается со мной последний месяц. Подскажите мне, почему так происходит? И выйду я за него замуж. Заранее вам благодарна за ответ. Ну, вы беременная женщина и компрометируете меня. Я хочу вам сказать, что вы, скорее всего, замуж за него не выйдете. Ну и не надо. Зачем вам такой мужчина, который сейчас знает, что женщина вынашивает ему детей, и при этом он не хочет общаться, да. Зачем он нужен? Зачем даже хотеть с ним дальше иметь отношения? Что это такое? Не нужно. Когда вы планируете провести вебинар о математической модели мира? Очень долго буду писать. Не знаю, уже сейчас это все делаю. И у нас уже 8 часов 15 минут заканчиваем. Последние вопросы заканчиваем, да. Когда вы планируете? Ответил. Сын, живя в Финляндии, решил заняться трудоустройством украинцев, только их для работы в Финляндии. Он правильно сделал выбор. Как бы совсем и не реклама, да, правильно сделал выбор. Дочери 40 лет, но уже 10 лет нет нормального общения. Может не общаться по 2 года. Вычеркнула меня из своей жизни. За что-то злится или обижается. Чтобы вернуть, тоже мысленно в проем ставить. В какой проем? Скажите, а что-то говорил о проеме? Да. Это что? Вот про сына, который не разговаривал год, вы сказали слово проем, поэтому, наверное, она спасный проем и стереотипия оттуда живет сам. Проем дверей быстрее. Я не говорил, что мысленно нужно ставить в проем. Я не говорил об этом. мысленно, да, но проем... Я говорил, фактически нужно его выгонять от себя. Находить... Вы сказали, да, чтобы его... Я не говорил, что мысленно ставить прием. Что нужно, что необходимо делать? Я давал на первой ступени такую практику, когда человека представляешь маленьким, и после этого этому человеку что-то говоришь. То есть представляете этого человека маленьким, как будто он только рожден, и говорит, ты мой зайчик, ты моя кися, ты моя рыбка, ты мое солнышко, там твои ручки, пусть у тебя все будет хорошо, там, пусть муж тебя обожает и так далее. Вот если так делать по 10 минут каждый день, то вы через 1 месяц станете уже самыми лучшими друзьями, вернутся все отношения, все общение, и так будет всегда. А растение лавровый лист можно дома держать? Нельзя дома держать лавровый лист. Очень ядовитое растение, человеку не подходит. Подскажите, нужно ли как-то очищать, освещать обручальные кольца, если есть какой-то обряд, или этого делать не нужно? Нужно освещать свой брак. Его нужно освещать заботой друг от друга, а также вторым элементом освещения своего брака является внимание, которое нужно друг другу оказывать. Я считаю, что доверие, внимание, а также теплое или человеческое, или еще по-другому доброе отношение к людям, с которыми вы живете, оно может создать гораздо больше
возможностей быть счастливыми, чем просто обручальные кольца. Обручальные кольца — это фетиш. Там веревочки, обручальные кольца, косички и так далее. А если вдруг это исчезнет, вы представляете? Вот если вдруг вы купили кольца и после этого начали их носить. Вот если эти кольца потерять, это что, брак разрушится? Но это же не так, правильно. Если кольца потерять, брак не разрушится. Вот насколько сильна магическая сила каких-нибудь фетишей. Вот в случае, если обручальные кольца так сохраняют семью, то в случае, если эти обручальные кольца своровать или потерять, то должен брак разрушиться. Но я вам хочу сказать, что брак это не разрушает. Брак, он в середине сердца. Брак — это хорошие, теплые отношения, это доверие, это поддержка, это внимание. Я очень-очень говорю о том, что внимание является очень важным моментом. Женщина, вернее мужчина, он должен постоянно оказывать элементы внимания своей женщине. Он должен постоянно говорить: ты красивая, и ты мне нравишься, и ты хорошая, там, и так далее. Это очень важный момент в семье. Женщина должна... наверное, должна где-то охранять своего мужчину, потому что мужчины очень часто не замечают, как они очень сильно устают, не замечают, как они перерабатывают, не замечают, как они там чувствуют себя плохо или хорошо. В этот момент женщина, она должна притормозить коней, сказать: давай ты или полежи, или давай ты отдохни, или давай ты чуть-чуть там как-то приди в себя. Это тоже очень важно. Так женщина и мужчина могут оказывать друг другу влияние. Желание женщины обычно... Женщина является таким существом, желание женщины потом проявляется в том, что у мужчины происходит. Если желание женщины в том, чтобы ее мужчина ездил на Мерседесе, то у мужчины со временем появляются деньги, чтобы он ездил на Мерседесе. Но если женщина своему мужчине все время говорит: да у тебя не получится, ты козел, там задолбал, все пошло нафиг, зачем я с тобой связалась? Где здесь желание? Нет желаний, ничего не будет. А если будут желания такие: скоро у нас появится Мерседес, вот у мужчины появятся деньги, Мерседес будет. Скоро у нас появится имущество, скоро у мужчины появятся деньги, купит имущество. Вы представляете, женщина — это сублиматор идей или сублиматор того, что происходит с мужчиной. В народе даже говорят: найти хорошую женщину очень сложно. Даже в свое время искали там женщину, которая очень нечасто спала с другими мужчинами, женщину, которая была из хорошей семьи с благородными кровями, или женщину, которая была интеллигентна. Это всегда было таким, или женщину, у которой там волосатая спина, такое тоже бывает. Это всегда приводило к тому, что у мужчины в дальнейшем женщину, которая умела мечтать, или женщина, которая более восхищалась. А мужчина, в случае, если начинает восхищать женщину, ее глаза округляются от восхищения, и она прям потом хочет мечтать о том, чтобы у них появился Мерседес, чтобы появилась там недвижимость, у них это все появится. Она это своими мечтами осуществит. Мужчина должен заставить ее мечтать или восхищать ее, или удивлять, чтобы мечты появлялись. А ее мечты заставят этого мужчину в дальнейшем проявиться. Так для мужчины очень важно найти женщину, которая может мечтать и вдохновлять. Вы представляете? Но нас так не воспитывали, поэтому женщины, когда начинают жить, они почему-то не мечтают, они иногда ничего не желают, а вот хотят жить с позиции претензий. Ну так помечтай, чтобы это было. Нужно обучать эзотерике. Вот те, кто имеет склонность к эзотерику, умеют мечтать, у них появляются потом возможности у их мужей. Если женщина, о чем мечтают женщины? Скоро я встречу там красивого мужчину, а этого лоха забуду и так далее. То после этого у мужчины появляется любовница. Кто помог? Женщина намечтала. Понятно. Вот не надо было это делать. Нужно было мечтать в этот момент о Мерседесе. Поздравляю с годовщиной РТЕ. Всех поздравляю с годовщиной РТЕ. Завтра день рождения у моей Сони и у моей дочери Анны. Воспользовалась рядом методов, которые давали для замужества. Дочь неделю назад вышла замуж. Огромное спасибо, пожалуйста. Так, на этом наше заседание, которое называется «Бесплатный семинар эзотерической школы Кайлас» с Андреем Дуйко закончен. Сегодня
считаю, что получился достаточно полезный семинар. Давайте поставим плюсики, кому понравился семинар, и поставим минусы, кому не понравился семинар. Давайте быстро это сделаем. А? Да, сейчас будем заканчивать. Так как уже начало 9, а необходимо сейчас ехать за подарками. Сейчас плюсики пусть поставят, подожди.